Всем привет, с вами WD-40, продолжаем наши забеги по Kingdom Come Deliverance. Да будет музыка. Так, врубаем все чатики, чтобы можно было всех читать. Все. Все 4 чата врублены. Ждем, пока у нас пролагает игруля. Не пролагает, а прогрузится. Собственно, приступаем. Теперь представляю. Минус суши. А где? Что-то не так. Тут нет звука. У вас есть звук? У меня нет. Это нет. Секундочку. Раз, два, три. Теперь меня должно быть слышно нормально и хорошо. Тебя не слышно? Да, я слышу, уже я понял. Так, настройки. Сейчас, одну секундочку, я обратно включу микрофон. По идее, должно быть все окей. Применить. Окей. Слышно ли меня теперь? Да, теперь меня слышно. Собственно, Kingdom Come Deliverance продолжение. Всем еще раз привет, с вами WD-40.
Итак, мы тут наубивали половцев. Все чики-пики. Очень хочется... Очень хочется... Да, собственно, по квесту нас отправляют именно сюда. Очень мне тут хочется с доспехом заморочиться. Доспех у нас есть у бронника. Узнать насчет чего. А, понял. По квесту с палачом. Ну, в любом случае нам нужна вратая, потому что там нормальный бронник. Положил я лене пищу на колени. Извините. Обидно, что в момент быстрого перехода нельзя узнать, рыцарь тебе навстречу идет. Ну, странствующий. Али просто попрошайка. Надеюсь, теперь меня слышно хорошо. Потому что ОБС показывает, что все чин-чинарем. Сейчас все хорошо. Понял. Прекрасно. Я очень рад. Ой, поели сегодня пиц вкусных, посмотрели старое кинцо, которое не очень понравилось моей женщине. Ну... да, окей, спасибо. Спасибо, игра. А что такое? Типа настолько все выгрузилось, что еще не успел прогрузиться. Ну, давайте дадим шанс игруле. Прогрузить все текстурки, все модельки. И, естественно, так быть не должно. Лошадка какая-то мыльная. Что с графеном-то, ёпта? Ёпта. Какая-то дичь, господа. То есть забавно то, что вчера я как бы... Типа... Ну, с графикой немножко поигрался, но вот этих вот квадратах и пикселей как бы не было на минималках, а сейчас они почему-то есть. Какая-то херня. Вон там дома не прогруженные по какой-то причине. Он сейчас прогружается. Так, о, свет пошел. Ну ладно, дадим игрушке немножко разогреться, как говорится. Что-то голяк какой-то. Вообще такого не было до этого. Так. Я хочу какой-нибудь крутой бацик. Jesus Christ be praised. Собственно, и вам не хворать. Как насчет торговать? 10 тысяч денег у него. Прекрасно. Продать. Советские шпоры. Шпоры пыцаря. Оружие мы не можем толкнуть, да? Ну и ладно. Купить. Давайте посмотрим, что мы можем себе у него купить. Да, с наносником пробовали, неинтересно. Гранд бац. Тяжело. Хотя весит 5, в то время как бацик типа весит 9. Кто-то мне подсказывает. Наш весит 4. Что-то мне не нравится, что итальянский бацинет, по мнению разрабов, весит такое количество. Укороченный миланский панцирь. Чем отличается укороченный панцирь от обычного вид латного доспеха, который защищает торс как спереди, так и сзади? Этот панцирь также оснащен упором для копья. Знаешь? Панцирь наездника, открытый бац. Немецкий бац 7 весит. Итальянский аж 9 весит. Защита 21.
Но он круто выглядит. Чем отличаются два этих бацинета? Заметность заметности. И обаяние, типа. Другое. Ну что, какой немецкий попробуем одеть? Есть соображения какие-нибудь? Ну, немецкий он, типа, забрал, тут предполагается, да, что... Кутногорские. Латные перчатки. Окей, обаяние 18. Чем кутногорский гамбизон отличается от обычного? Каску хочу. Ну, я не хочу себе это фуфло. Интересно, он такой же, собственно. Блин, итальянский, в общем-то, такой же бац по форме, я так понимаю. Обаяние 10. В то время как в немецком у нас обаяние побольше. 12. Защита 16-16-6. 21-21-8. Воу-воу-воу-воу-воу. Там-там, да-дам, вот и я. Здравствуй, как дела? Привет, привет. Все хорошо. Как видишь, я подключил озвучивание донатов от 30 рублей. Большое тебе спасибо. Сейчас я прочитаю твой никнейм. Одну секундочку, у меня прогрузится Streamlabs. Это приходится делать как бы в два монитора, потому что второго монитора нет. Дела у меня отлично. Сегодня приезжала моя любимая женщина. Мы все вместе с моими друзьями и соседями по совместительству пожрали пиццы. Вот, потом с девушкой посмотрели фильм. Вот, ну, потом я посадил ее на такси, она приехала домой. В общем, тихонечко, спокойно, кайфово, короче. Все, спасибо, все хорошо. Как у тебя дела? Как ты отпраздновал 23 февраля, если ты его вообще праздновал? По какой-то невнятной причине я не понимаю, что вместо стримлапсом он у меня просто отказывается грузиться. Сейчас попробуем еще разочек. Так, ну мы залогинились. Люцифер, соточку закинул. Спасибо тебе огромное, мужик. Спасибо. Очень приятно. Все хорошо, все хорошо. Видишь, как кайфуем, типа, в Kingdom. Всё в целом. Пытаюсь себе выбрать какой-нибудь кайфовый бацик. Вот. Типа, игра подсказывает, что у этого бацика интересная. Но я его не хочу себе. Это какая-то хрень. Так. Купить иное. Вот набор броника. Я думаю, мы парочку купим. Да и торговаться не будем. Сейчас мы из лошадки. Ох, тут денег, ё-моё. Так. Сумму. У нас тут 3 каски, мы сейчас все это загоним. Это будет очень хорошо. И шпоры. Бриги эти мы не будем продавать, не вижу смысла. Вот, смотрите, крашеная видимость заметность 74-71. И обаяние типа побольше. И стоит она подороже. Ну, это шпоры рыцаря. Заберем. Окей, мужик, спасибо, что спросил. Сейчас я вернусь обратно на чатик.
Угадай, кто. Людзик. Я понял, я понял. Ты мой спонсор курения. Спасибо, мужик. Поторговать. Продаем, значит. Что мы там? Каски, да, плавецкие? Нет, продать. Да. 2 штука. 2 штука. 2 штука. Да. Попробуем стыгануть деньжат чуть-чуть. Мне не нравится эта каска, потому что моделька у него типа... Ладно, пойду в овер. Удачного стрима. Спасибо, Люци. Давай. Сейчас закончим с торговлей и пойдем кого-нибудь убьем, наверное, в этой игре. Agree? Вот. Удачи тебе в овере. Хороших тиммейтов. Мне не нравится этот бацик, потому что моделька у него старого баца нет, и он начинает ржаветь. Типа, очень быстро. Но тем не менее, защита у него очень хорошая. 1600 мы вытащили с мужика. Так. Теперь мчимся. Мчимся мы куда? Мчимся мы в Лазавский монастырь убивать. Кого-нибудь убивать. Собственно, почему бы и нет. О, загадки, загадки. Я хотел загадки, загадки это здорово. Hey, fellow, do you want to earn a few extra coins? Ниблер, мотив. We've met before, haven't we? Come to think, yes, we have. So, you know how it goes. The bet is 5 groschen. I'll give you a riddle, and if you guess right, you get double. Прикольно, загадочки, загадочки. Groschen are mine. So, what do you Такой say? ставки у него галимые. Но у нас вот типа 6000 денег, как бы. That sounds good. Let's do it. So, listen well. A certain powerful nobleman committed a grave sin, and the bishop set him a harsh penance to pray in the chapel on his knees every day of the week 2 часа в каждый for день at недели. least 2 hours each time. The nobleman was very busy and wanted to spend as little time as possible praying, while keeping to the bishop's edict. How many hours in the week did the nobleman pray? Давайте еще разочек. Can you repeat that? Certainly. A certain powerful nobleman committed a grave sin, and the bishop set him a harsh penance to pray in the chapel on his knees every day of the week, and for at least 2 hours each time. The nobleman was very busy and wanted to spend as little time as possible praying, while keeping to the bishop's edict. How many hours in the week did the nobleman pray? Ну, самое минимальное, если не меньше 2 часов в неделю. Но если мы возьмем то, что в воскресное место типа есть, когда все и так молятся на коленях, то я думаю, молился дворянин минимум, да? В церкви. Ну, минимум типа 14, как я понимаю. Или я что-то не улавливаю. Не меньше 2 часов. 14. The answer is 8 hours. See, the nobleman chose to pray for 2 hours at a time before and after midnight, between Monday and Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday and Saturday, and then another 2 hours sometime on Sunday. Oh, don't you fret. Very few people can figure out Какая-то my хрень, riddles. по-моему. Мне кажется, ему нужно дать I щи. thank you.
and may we meet again sometime. По-моему, он нас наебал. Not if I see you first. Блять. Короче, какой-то... Чего? Кто-нибудь понял, как он нас сейчас обыграл? Я не очень. Ладно, мне похер. У нас еще... Спасибо, с этим путником я уже знаком. Галимую загадку не хочу. Ну, типа, какая разница, как бы... Не меньше 2 часов в день, как бы, ну... Ладно. Валик пишет на YouTube. Привет. Привет, Вал. Как твои дела? С праздником тебя. Я не знаю, кстати, в Украине вы празднуете 23 февраля? Ну, мне кажется, что да. Или нет? А что с текстурами, блять, алло? Блять, все нормально. Как бы, слышь, как нормально же общались. Что за херотень? Что началось? Какая-то хрень, извините, пожалуйста, за такую картинку. Как бы я согласен, что настройки графики у меня довольно-таки убогие выставлены, но как бы при этом столь долгих прогрузок у меня не было. Еще. Good day, Henry. Здорово, Урбан. Этот все спит, небось. На стриме нормальная картинка. Окей, хорошо. I hope I can be of help to you, Knight. I have some, well, Let's have them. Those scoundrels just... I've come from Captain Robard. 625. And what might the captain be wanting to let me know? I'm not Okay. a messenger. I've nothing to report. The captain thought I could lend you a hand. Oh, so it's you, the hero of Talmberg. So be it. If you succeed, I'll gladly reward you. And if you don't, I won't be shedding any tears. We know that one of their encampment is on the hill by Skeletts, nearby the mines. I'll take a look there. Окей. Хорошо, погнали в скалицу. Убей вожака лагеря. Я с радостью. Мы, короче, усложнили себе задачу. И сняли половину доспехов, таких элементов, как наплечники и прочее. Наплечники поножи сняли. Оставили кирасу, перчатки и типа в обычных шорстах сейчас деремся с вооруженными бандюгами. И все равно их побеждаем. Короче, раньше у нас было 23 февраля, потом у нас началась вся эта тема, и... Давайте пока быстрым переходом, я успею почитать чатик. Заодно, может, кого-нибудь встретим. Просто когда мы стрячем как бы напрямик, мы особо дорогами не пользуемся, следовательно, не встречаем всякие происшествия и прочее. И сказали, мол, это российский праздник. Ну, конечно, блядь. У вас теперь... Ты вообще, мол, дьявол, все это, понятное дело. Зачем выходной лишний, да? Людям. И повод собраться с семьей. Нахер это надо? Это все дьявольское. Нападальщики. Камон, мазафакеры. Вы где? Ну и? Эй, нападатели. Well, Нифига себе, тут разбойник в керасе. gum. Not a good move. Come here, Lily Liver. Вы что, басы, что ли? Окей, челлендж разбойников принял.
Там чувак с алебардой, я не очень хочу по нему подставляться. Вот именно поэтому. Он меня по ногам лупит, кстати. На тебе укол в лицо, тварь. А, у меня сабля идет. Поролон. Is that the best you can do? Shit! Had enough? Я забыл, что я с сабелькой решил подраться. Бля, эти-то уже на самом деле нормально стали одеваться. Bring it on! Террасу мы ему не пробиваем. Fuck it. Ебать! Ебать. Is that all you've got? Oh! I'll gut you like a rabbit. I'll slaughter you. God! Gone weak at the knees, have you? Блядь. Да, с алебардой это как бы неприятно, когда чувак. Ну давай, комментарий. Троечку пропустили. А можно укол как бы в лицо наносить? Не надо его пытаться пробить сраной саблей к Кирасу. Boa, yeho! Your end is nigh. Опять уколовка. Окей, хотел челлендж, получай. А это что было? Bring it on. Окей, разбойнички поднаторели. I'm going to enjoy this. Окей, And без your алебарды будет history. попроще. Way off. Now you're done for.
Этот чувак меня уже затрахал, если честно. Come and get me! Такое кровотечение у нас вызвал. Ale tu prdele. I'll send you straight to hell. Shit! Fuck it. I'll slay you for that. Да умри же ты, ёб твою в голову. Ладно. Окей, перк прокнул. No, no. Don't think you can fight me and live. Блять. Я его не вижу вообще. Пожалуйста, умри. Я не могу ничего использовать во время боя. Я истек крови, лол. Теперь у нас день казацтва. 14 октября. Интересно. Так, ну короче, сабля говно. Мы нашли двух разбойников, которые дали нам прикурить. Это первые. Сабли, конечно, хреново получается.
Базара ноль. Но тут прям поднаторели чуваки. Прям вышел один закованный с древковым, второй чувак тоже там в кирасе. Ну, мы сколько его резали, репостили, там, били в плечи и так далее. Просто похеру на эту саблю. В общем, сабля это совсем фуфло. Положил я... Короче, жопу саблю. Венгерскую. Возвращаемся к нашему крутому мечу. Крутой меч гораздо круче, чем сраная сабля. Ну, как по мне. Будем надеяться, что мы опять наткнемся на этих разбойничков. Так, ну ладно, зато нам дали хотя бы проверить, как типа перк работает. Ну и в конце концов это было сейчас прям похоже на фехтование, потому что все остальное какое-то было прям хреновое. Также, благодаря тому, что мы сейчас залезали в настройки, мы знаем теперь, как сменять цели. Это делается по нажатию клавиши Tab. О чудо. Что такое день казацтва? Что это такое? Это типа единство или что это? Единение? Короче, разбойников мы этих не найдем. Увы и ах. Мы вернулись в Скалицу. Окей. Недолго длился челлендж. Привет, пилигрины. Слушай, ну просто с саблей как-то, я не знаю, мы сколько его репостили, сколько он нас просто тупо убивал, как бы за счет своего доспеха. Как бы не за счет там фехтовального скилла какого-то, а просто за счет того, что типа у него железка есть. Так, мы нашли, где пещера. Это, конечно, очень здорово. Мы, блядь, таких пещер можем тут найти еще очень и очень много. Но нам надо вниз по речке, аккуратно, конечно, не упади и не убей нас тем самым. Ну, типа, челлендж челленджем, но, согласись, типа, махаться с каждым разбойником в керасе по полчаса. Это голимая перспектива. Ну, типа, нас отмудохал сейчас сраный разбойник. Вдумайся в это. Обычный, который на нас, типа, на дороге напал. Он был одет лучше, чем мы, по идее. Ну, по доспехам. А мы били его наполовину, блядь, испорченной саблей. Жопа такой. Кто топ-наездник? Я топ-наездник. Казаки Соул — это новые национальные герои? Украинские, в смысле? Как необычно, сабля не рубит латы. Да нет, хер с ним, что она не рубит, просто она урон никакого не наносит. Мы можем только проколоть ему в лицо. Вот. Которое не защищено. Но все репосты у нас типа уходят в саблю, в голимую. О, в смысле в кирасу. А, вон лагерь. Какой-то. Нет, лол, не лагерь. Что, кого? Где? Здесь вообще что-то. Да не надо ходить. Лагерь типа там. Здесь есть кто-то? Вон там какой-то лагерь. Лагерь есть, разбойников нет. Пусть есть, а мяса нет. А, вон он все нашел.
окей. Ну, сейчас для сравнения покажу, что делает с ними метч. What have we got here? Entertainment. Great. I'll slaughter you. Hey! All of you! Gather here! Raise the alarm! To arms! Get over here! Слушайте, они реально как бы теперь нормально одеты, я Raise тут the посмотрю. alarm! Watch out! Gone weak at the knees, have you? Alarm! I'll slaughter you! Ага, пока мы в ключе с одним, как бы нас второй режет. Интересно. Вот с этого-то мы бацанеты снимем. Mess! Blood will be spilt. What's the matter? Come on! God damn! Come here, lily liver. Давайте сначала мелких One порубим. week at the knees, have you? Что-то я сейчас довыебываюсь, по-моему, без железок, парни. Слушайте, они реально начали фехтовать хорошо. I'll slaughter you. Fucking come on then! Fuck it. Пиздец, вы что творите, эй? Kurva! Enough! You've got me. Leave me be. Come here. Бля, меня реально захреначивают разбойники. You're dead! Как тебе в лицо укол, You'll тварь? get what for. Come here, lily liver. Merda. Well then. Слышите? Окей. Окей, я все понял. Что за значок внизу слева? Что ты имеешь в виду, что за значок внизу слева? Типа, что на нас действует? Давай посмотрим. Ты имеешь в виду во время боя или во время чего? На Новой Украине крайне важны национальные герои, желательно не москали. Я понял, короче, челлендж челленджем, а доспехи одеть надо. Ну, типа, блин, мы сейчас вот их одели, и нас никто не убьет опять. Ну вот, проверяем. В любом случае, это не последний лагерь наемников, поэтому мы туда еще вернемся обязательно, и все будет норм. Усатый дядя. А, я понял, что ты имеешь в виду. Усатый дядя дает нам какие-то плюхи. Сейчас я скажу. Это значит у нас из общего, если я не ошибаюсь. Созерцатель. Нет. Дикарь. Дикарь. Мы взяли дикарь. Типа за пределами городов и деревень. Ну там, где мы будем драться в основном. +1 к силе, ловкости, живучести и красноречию. Я взял вместо бюргера. Ну типа какой мне смысл? Я со стражниками не херачусь. Как бы...
Слушайте, они начали действительно фехтовать, они стали использовать контратаки, они стали использовать связки какие-то в драке. Ну, это прям next level fight на самом-то деле. То есть до этого мы развалили там 10 разбойников одними контратаками. Сейчас ни хрена это не работает. Так, чтобы вы поняли. Ну, они в разы стали лучше драться, лучше укомплектованнее и так далее, поэтому... Ну, как бы, до этого челлендж имел смысл, сейчас, как бы... Я, ради вашего внимания, даже палайский щит одену. Вот, вы активировали умение дикарь. Ну, где нападатели? I'll slaughter you. Come and get it. Ah! Bollocks! Yeah, but. Ah! Fucker! Бля, они реально там лучше одеты и так далее. Спасибо, чувак. У тебя двуручник, что ли, тут или что? Алло, уважаемый, что творите? Come here, lily liver. Down. Is that the best you can do? Пиздец. Come on, you shit. Что он делает? Окей, тупо на контратаке сыграем. God! Can't! Начался реально... Меня чеканит, меня просто херачит вовсю просто, народ. Это вообще законно? Ну реально, смотрите, как они одеты во всякие кирасы, во всякую дребедень, во всякую дичь. Они меня реально мутузят вовсю просто. Да, вот теперь реально какой-то появился прям, ну, как бы не иллюзорный шанс нахватать тут люлей. Мы сейчас ни хрена на себя не одевали. Ну да все равно, это какой-то, ну, это какой-то неправильный кролик, короче. Нас прям вот конкретно так привык глазатых крестьян. Скучно говорили бы они, никто не пробьет, говорили они. Я беру свои слова назад, окей, как бы... Окей, я даже давался со щитом спецом, типа... Но они меня просто отмудохали. Давайте сохранимся и поедем. Блядь, да, вот это челлендж, вот это я понимаю. Окей. Как бы я искренне полагал, что все у нас типа топовый лут, все дела. Типа мы всех сейчас побеждаем, как бы никаких проблем. Чувак, чекан не выкинул еще.
Нет, не выкинул, но как бы я чувствую, что да, пора переходить на дробящее. Ну, типа, я достиг определенного мастерства там в мече, как бы у меня уже там какой-то херова гора всяких приемов фехтовательных и так далее. Из них я знаю только одну связку, которая рабочая. Вот. Но остальные просто довольно-таки проблематично выполнить. Топовый лут здесь миланский арбалет. Я бы сказал, знаешь, многоствольный. Многострел миланский. Такой, чтобы достал вот так. Всех прям. Я реально, я не ожидал такого. То есть до чего нам просто типа давали всякие половцы и прочее шелупонь реально местное, и до чего как бы сложно. А до этого такая была игрушка, такая казуальщина, типа козявками из рогатки можно было всех убить. Ёпала, я сейчас даже ночью боюсь туда бежать. Типа, вы видели, реально, они теперь Чукону в Китае. Да. Тоже играл в этот, в Age of Empires, да, во второй. В Conquerors дополнение. Хорошая игрушка, кайфовая. Ну, отличная РТС-ка. В общем, я беру свои слова как бы про свой голимый челлендж обратно, потому что, ну, это жесть какая-то. Если их возможно было типа по одному как-то выстегивать, ну, и вылавливать, то да. А в схватке с 4 пацанами, которые как бы одинаково одеты все, ну, одинаково хорошо, если измеримо с моими железками, хорошо одеты. Бля, ну это прям реально какой-то... Давай, конь-вездеход, погнали. Да я сейчас еще пёзнусь отсюда, наверное, больно. Или нет? Пёзнусь. Короче, да выпендривался. Топовый лут, сейчас всех убьем. Вообще не играет роли. То есть я реально в очень хороших доспехах с ними сейчас дрался, и похер, они меня реально с 4 ударов выстегивали. Ну, а это еще, понимаете, что это аккомпанемент, они же все еще атакуют примерно. Ну, могут атаковать, а могут не атаковать. Как бы ты никогда не знаешь. Но эти парни, они понимают, что надо делать, когда вас 4, а противник 1. Вы знаете, я думаю, сохранюсь даже прямо здесь, потому что это какой-то такой хардкор режим. Он. И ведь заметьте, типа, пока мы не проходили эти квесты боевые, типа, убей лагерь там, убей лагерь тут, они все были как бы из говна и палок собранные, и дрались все хреново, и железки у них были хреновые, и вообще они хреновые как бы были. А теперь они, блядь, прям альфа-папки, короче. Возьмем щит или в жопу щит? Наверное, в жопу щит. Я думал, мне будет скучно. Я растам. Я даже вот не постесняюсь. I'll slaughter you. You're in the wrong place at the wrong time. Raise your arm, watch out! You call that combat? Alarm! You'll get one. Over here! Where is everyone? Quick!
Enjoy this. Так, у нас один там сзади. Gone weak at the knees, have you? Да, реально, мы, блядь, в клинче с одним, у нас бьет второй. Don't bitch it. You asked for it. Fucking dog. Come Хорошо. here. Это что было? Bugger. Ow. Окей. Is that a... Хорошо. От курва слышу. Ладно, сейчас-то как-то полегче стало. Но было реально сложно, блять. Шпора атамана. Миланский панцирь, открытый бат, составные латные перчатки. Они реально стали пользоваться армором своим. Ну реально, это какой-то дуэлянт. Мечи, которые действительно начинают наносить урон. Круто. Одеты они, ну, совсем неплохо. Дворецкие шпоры. Походу, ребята из обла идею однородности мобов взяли. Откуда? Из Обливиана? О, итальянский бацик нашли. Прекрасно. Короткая легкая брига. Кузнеца, отвар из календулы. Шпоры. Рыцаря. Они очень неплохо одеты, и они очень неплохо дрались, если честно. Ну, то есть, поборник. Знаем, что такое поборник? Да, знаем. Ничего интересного. С этим мы уже все разбирали. Окей. С этим ничего. Ухо. Деньги. Возможно, возможно, здесь типа по прокачке уровня владения боя или еще чего-то, потому что, ну, я там типа действительно учился и так далее. Ну, типа, вдумайтесь, чувак в миланском панцире. Нам разве попадались такие разбойники? Да ни разу, блядь. Нет, ну а сейчас как бы, сейчас реально стало сложнее с ними драться. То есть я их вот сейчас вот по одному, когда выстегивал, было норм, но все равно они наносят мне урон уже. Что творится-то? Кто это придумал? Это мы даже не будем пытаться сделать. И лучше счастья нет. Чем... А, мы, кстати, поскольку мы обзавелись итальянским бациком, мы можем посмотреть, как это вообще выглядит. В Обливиане мобы растут вместе с твоим уровнем и скиллами. Это в Скариме, в Обливиане они... Слушайте, а мне, если честно, эта прорезь знается даже на самом деле больше, чем все возможные, которые были представлены. Поэтому итальянский бац норм. Только он тяжелый. Единственное что. Обратили внимание, да, что, типа, замки теперь не пишут, что, типа, суперсложные и так далее. Объясняю почему. Поскольку мы сейчас на улице, у нас плюс 1 ловкость. Просто игра надо мной реально издевается. То в этих сундуках ни хера нету, то мы их не можем открыть. Теперь мы их можем взламывать, но, блядь, там лежат сраные бре, короче, чуваков. С другой стороны, справедливости ради, у нас дохерища бабла. Вот, и то, что тут только сраные бре, мы как бы не расстраиваемся, потому что на чуваках, ну, реально лута там тысячно намного. И, ну, типа, лут и тут. Хер разница. Бешеная лошадь. Нормально. На бешеную лошадь садиться я не хочу.
Мы знаем, чем это может закончиться. Так. Ну, короче, я вам скажу честно, я, если честно, думал, что сейчас как бы у меня не будет вообще соперников, там, противников и так далее, то что мы будем всех, опять же, ваншотать. С этими детками пришлось пободаться. А где моя лошадь? Лошадка, ты чё, куда спряталась-то? Сайленсер, или как там тебя зовут? Вобли тоже, да? Окей. Да, да. Прям по-новому как будто заиграли. Теперь реально... Ну, то есть, вы если видели, я не могу их как бы... Мне только на контратаках сейчас удавалось их перефехтовать. Если они будут контратаки отбивать, то это вообще просто забейте. Твою лошадь съели татары, да. На глазах у детей съели коня. Сраный рыцарь, иди сюда. Пикуха. Сейчас мы его... Не знаю, почему они считают, что это итальянский бацинет, как бы это забрало как бы из Германии. You heard? Don't try to wriggle out of it. Let's get to it. I'm not in the habit of fighting to the death with fellows I meet by chance on the road. Tell me first what this is all about. What's happening is I'm challenging you to a duel. You disgusting man. I spit in your face. Eager, aren't you? Who are you, anyway? I'm Sir Oldbrum of Lossany. Pleased to meet you, Sir Oldbrum. So, what are you after? My mother sent me out to get some experience. She's obsessed with tales of chivalrous knights. In short, she sent me off looking for some virgin to save, and to win glory in combat. But I have to admit, I'm not very good at it. You can't duel with someone just like that. There has to be a reason. But I thought knights fight for their honor, don't they? I suppose so. Only I'm not a knight. We ought to fight for something more substantial. Like what? You have a fine sword. We could fight for that. But what would I do without my sword if you win? Don't you have a spare one? I do, as it happens. There you are then. Let's get to it. Wait, well, what about me? What do I get if I win? I'm giving you a chance to fight for honor. That's a valuable thing, isn't it? Let's get to it. Wonderful. Oh well. It's a really fine sword. A family heirloom. That's more of a family disgrace in my hands. С одного удара, So серьезно? have it. Магденбургский меч мы получили. Интересно. 57-57. Минимальная сила 11. Я не против. Окей. Майкл Кристофер. Ну типа отняли мы меч у него, правильно? Ну и хер на него. Типа теперь у нас есть магденбургский меч. Ура. А, кстати. Ну, у нас длинный. Чудесно. Ну, как бы он знал, на что идет. И дрался прямо, скажем, херово. Не прямо он, скажем, а прямо скажем, он дрался херово. Могучий русский. Понимаю я. Блять. Понятно. Не пытайтесь повторить это. Хорошо, что не под текстуры. Я понял. Ворота для кого, блядь? Зачем по пешеходному проходу идти?
Положил я леня песню на колени. Так, ну ладно, мы получили аж 625 денег там за какую-то херню. Давайте посмотрим, сколько мы получим сейчас за то, что мы разили разбойников. Henry, I'm glad you came. So was I, dude, so was I. I won this sword in the duel of... Как будет сыкливый. Да-да. Я выиграл меч у сыкливого рыцаря. Я его убил с одного удара. Уложился на удара. Коленку? Под колено, конечно, да. Вон, смотри, бацак себе бугурт оптимал нашел. О, бля, это. Пацан. Да-да-да. Вот так. Ну, почему-то игра считает, что это итальянское надгробие, хотя на самом деле надгробие из Германии. Я не помню конкретно откуда, Там но... же это поляки. А, не, история, да. Да. Русский бацинет. Кстати, есть много русских бацинетов. Торжок, например, это же бацинет. Ну. Да. Плюс есть еще бацинет торжка, и еще есть, как же он называется? У дизеля, да, у дизеля рязанский бацинет, а еще есть пикельхауп, короче, это шлем шатровидный с Фонсгугелем, короче, сделанный. Шатровидный бацинет, Что у вот тебя еще. за цвета там такие одетые? Черные, желтые, петушиные. Да других не было, это самая типа модная накидка была, которую я мог где купить. Я тебя понял. I have some, well, trophies. Let's have them. Very nice, very nice. 625. 625. Да ладно, он нам по полкосаря за ухо разбойника дает, зацените. Откуда у тебя столько денег, чувак? I've taken care of that camp. Oh, yes? And what proof might you have of that? Here it is. Very well, here's your reward. Ага, и очередная. Они нам дали очень много бабла. Ну, как бы, кто мы такие, чтобы их отговаривать? Мы разжились мечом, а хулиардом просто денег. Да, нормально пацаны там прокачали. Не, ну справедливости ради, ладно, тут тоже пошли бабки, мы все-таки как бы этих половцев убивали за просто так. За милую душу, собственно, за репутацию. Вот. Поэтому ничего удивительного в том, что нам сейчас дают много денег, я не вижу. Типа мы три лагеря за просто так зачистили. То есть полный вариант, тут еще, значит, еще 2 лагеря минимум, это по 4 в среднем разбойника и 900, 4 на... Так, 6 и 4, 24 плюс 4 на 25, это 2500 плюс 900, 3400 умножаем на 3. Это у нас 10200 монет мы можем заработать. Ну, короче, ладно, с бабками вопрос. Вау. Надо итальянский бацинет починить. А ты кто? Куда ты бежишь? Are you serious? Прям куда-то бегут. Ну ладно, пусть бегут. Пусть бегут, неуклюже пешехода по лужам. Торговка. Кто? Кто? А, понятно. Это все шароебится на людей обманывает. Негодяечка. Так, нет, тут писарь. Нам нужен броник, правильно? Правильно. Броник у нас где? Кстати, надо починить. Вообще все надо починить. Портного. Они нам в говно выбивают самую дорогую шмотку, которая вообще на нас одета. Я считаю, что это
Это совсем нехорошо. Вот, мы просто у этого парня купили себе крутой шиперон расшитый воротник. Там что-то из парчи стоил, он там какой-то окуляр I денег. hope I can be a help to you, Knight. Thanks, here's your change. Да, вон, отремонтировать его стоит 100. Окей. Все, теперь смотрите, речь уже перестала быть про деньги. Настало время... Есть же какой-то... Где броник-то, алло? Ага, все, понял. Броник, второй дом, а я в первый заходил. Короче, игра перестала быть про раздобыть себе доспех, игра как бы стала про как бы, а ты умеешь драться, тогда доспех тебе не поможет. Мастер Ота. Торгует у нас украшенным щитом, пицца завского гарнизона и прочей херней. Давайте мы у него отреставрируем наш бацак итальянский. Jesus Christ be praised. И вам не хворать. Я вообще не торговать хотел. Давайте мы продадим ему бацку обвизором. Раз уж такая пьянка пошла, правильно? Мы можем ему половецкие шпоры продать, 2 штука. Серебряное кольцо, аж 4 штука. Серебряные шпоры не будем, рубаха тоже оставим, шмотки у нас. Шпоры пыцаря тоже продадим. По квесту пойдем. Да, я думаю, пойдем. Мы сейчас просто доделаем все вопросы касательно железа. Ну, типа, починим каску. Can you show me how to... Certainly. I want to achieve... All right, but it'll... Isn't that quite a... Типа 1500 за урок, что-то как-то дохера. What do you say to this? Кинем кому-нибудь. That's a poor offer. That's a poor offer. Ну, 1400 уже норм. Agreed. Now listen up. Починка доступна, новое очко умений. Окей, а ты не хочешь мне как бы... Hey! Почини мне каску, блять. Он хочет только торговать, он не хочет со мной. Ремесленник, может быть ты? What the hell? Может быть ты умеешь чинить каски? Раджан. I hope I can be of some... Почему поторговать? Мне нужно починить. Мы не можем починить почему-то. Херовую шмотку. Как-то странно, типа мы же раньше у броников правильно чинили все. А ты кто такой? Какой-то хер. С горы. She was well pleased, as you can imagine. Be a bit Even more more when I careful. told her Tonda will take everything from her. Видимо, кузнец, да? Видимо, нам нужен кузнец. Давайте попробуем отправиться к бронику. Мне-то, в общем-то, как бы, сами понимаете, все равно где ремонтироваться. Главное, чтобы мы отремонтировали. Просто, ну, в выбитом шлеме потом как-то не кайф, согласитесь. Ну, типа, как клево получилось, да? Посмотрели мы такие, ручкой поводили по этому, по итальянскому бацику. И тут, как бы, иди убей разбойников, получи много тысяч денег и значит, сними с них шлем, который тебе понравился. И отремонтируй. Все париться. God save you. What can I do for you?
I'm looking for pieces of a sword that a pilgrim from the Holy Land was selling. Would you happen to know anything about it? I would. Of course I would. Well? It's a load of tripe. Only a fool would have given that trickster a single groschen, and I'm no fool. How about you? But if he lied about that sort of stuff, it would be a terrible sin. Don't be so gullible, lad. That bastard never saw the Holy Land. Unless it was in a fresco. У нас есть сказка. Прекрасно. Будем надеяться, что она засирается как-то по-другому, нежели все остальные шлемы. Шлема. Пусть будут шлемы. Член, шлем, шлем, члены. Член, члены. Минутку увлекательного русского языка. Итак, нам нужно поговорить с корчмарями. Корчмари. Это мародеры, кстати. Это не абы-кто, это мародеры. Рыщет вокруг Сазавы и пану Себастьяну вон Бергу нужна помощь с ними. Да мне там нужно. Да, окей, значит, надо поговорить в одной и в другой корчме. Нет, сначала в корчме, а потом сначала в одной, потом в другой поговорим. Что так весно? Жанин. What is it? What is it? Nothing. Будем подкупать? А еще починку прокачаем. Но это сейчас мы сначала поговорим. Have you noticed anything And what's your idea of suspicious? Have you heard of anyone looking to hire some rough men? Mercenaries, you mean? Yes. There were some fellows conspiring here in the corner twice a week, and others coming and going. They didn't look entirely respectable, but they never made any trouble. Is there any way I'll recognize them? Unquenchable thirst? They drank like fish. They were rough-looking too, big-bearded and scruffy. Aside from that, they mostly kept to themselves. That's not much help. What did they do while they were waiting for someone? They drank. And they played dice. I do remember there were always dice on the table. And what happened to them? I don't know, they just stopped coming. And I haven't seen hide nor hair of them since. You haven't heard anything about where they went? How could I have? They just stopped coming, and that's that. Ну, то есть моделька этого шлема отличается от предыдущего только наличием забрала. Ведь правда считаете, что просто металлическая пластина, закрывающая лицо, может весить столько, как бы? Ну, короче, это неправильно. Если уж что-то и делать, то типа закрывать полностью до шеи, и тогда, да, тогда уже это вес повышается. А так, типа, это тот же самый обычный бацик, как бы открытый, только с забралом, только закрытый. По цене с забралом, подобным по цене без забрала, только с забралом. Иными словами. Where do you think they might be meeting now? How should I know? I'm an honest innkeeper, not a man-at-arms. They could be meeting at another... Логично. So they were fond of dice, were they? And where would you find a game around here? Anywhere there's dice and usually drink. That's all you need for a game. Although it dawns on me now, I never saw Simon with those men, oddly enough. He's got a nose for drunken dice players with a coin to lose. Simon who? Why, the young miller. He runs Catzick Mill. Neighbours are always slandering him for trafficking, but who knows? Maybe he just has a knack for business. Okay. You don't know where I might find some more dishonourable folk? And why would you want them? You'll set tongues wagging about you. But they'd be the ones to know what reputable townsfolk don't. I grant you that. Well, we don't have an executioner, just a knacker. But he's an odd fellow. Like any knacker, I suppose. And there's some strange tales about Miller Simon, too.
but I'd say it's just jealousy. What can you tell me about the knacker? Decent folk don't talk about him. He deals in carcasses. I was hoping you'd tell me a bit more than that. Why should I care about him? He lives in a house by the church, and that's all I know. And all I'll say. Okay. What can you tell me about Simon? There's not much to tell. He runs Katzig Mill, and some say thieves meet there at night. But isn't there gossip about every miller? I don't think he's a sinner. But only God. Anything else? You might not find him at the mill. He's a busy man, always out and about making some deal or other. And he likes to throw dice, especially when he sees a fat purse hanging on a drunken belly. Thank you for the help. Not at all. Hey! Окей. Собственно, вторая корчма у нас еще есть, правильно? Давайте сразу во вторую заглянем. Посмотрим, что кого. Глядишь, костяшки пригодятся. Кстати, это рыцарь этого. Лошадь, в смысле. Лошадь нашего рыцаря. Давайте посмотрим, что за лошадь. Галимая. Трусливая, разве что более выносливая. Трусливая, на ней ни хера нет. Не может нести, в смысле, и медленная, как лошадь. Собственно, просто лошадь. Окей. Эй, йоу, корчмарь. Hey! Watch it! Художник по фрескам. Folk these days. Корчмарь. Давай говорить. I'm honored that you should come to me. I'm looking for some people you might know something about. If they come here to drink, maybe. But I won't aid you in any mischief. I've heard some rough men come here look. There were some brawlers that used Были to fight down забияки, the которые tavern, дрались позади but they корчмы, они raised such a слишком шумели, я commotion. пожаловался I went на and городская complained, стража, их and the town watch drove them off понятно. somewhere. I wasn't thinking about that lot. I'm looking for recruiters that hire mercenaries and other cutthroats. Don't know about that. Every once in a while, a merchant will hire... Do you happen to know where the brawlers you complained about moved on to? I've not got the slightest inkling. You haven't heard talk of... Well, I have heard some things, but... And who's the most frequent topic of that kind of gossip? Miller Simon. Anyone else? Aye, there's talk of the knacker giving people the... Короче, понятно, это, ну, мы пропускаем... Not at all. Короче, понятно, типа, один корчмарь нам говорит, что надо чесать живодеру, второй тоже про живодера говорит. Но, типа, больше всего они стрелки переводят на Саймона. Я согласен сначала поболтать с живодером. Поскольку он здесь. Типа, нафиг на кассу уходить, правильно? Могильщик. Почему живодер? I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Are you the local knacker? I'm the local grave digger. But if there aren't any burials to take care of, I'll turn me hand to knackering. Well, then you might know a lot of things that others don't. I'm a decent man. Not always honest, but decent. Anything fishy going on in these parts? There certainly is. Candles are being stolen from the church, as brazen as that. Да, преступление века, блядь. Ah, but have you heard of anyone around here hiring adventurers and bandits? How would I know that?
Most people avoid talking to me. I don't even go to the tavern much these days. And what's been happening in Sasa? Nothing interesting. Except maybe that bitch being slaughtered. What? Who was she, a villager? I wouldn't call that nothing interesting. No, I mean a dog bitch. It was a while back, but they called me to clear it up. What happened? The dog looked like she'd been hacked to bits. Ну, бля, They бедная were собака. scared it was some demon, but as far as I could see, someone took a sword or an axe to her. Why on earth would anyone do that? What do I know? Maybe he was snooping around where he shouldn't, and the bitch went for him. I hear there was some dog-bitten fellow being cared for at the monastery. Only they kept him there on account of a broken leg. Maybe that's the same one. Thank you. I'll be going now. Very well. Опять монастырь. Так. Hey! Эй. Эй, эй. Открыть замок очень легко. Что такое? Что за... А, собачку жалко. Да, понимаю. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. А выгляжу-то я лучше, чем он. Так, спросить о разбойниках и вербовщиках. Ходят слухи о местном живодере. I've heard talk about your knacker. What's my neighbor been up to this time? Digging up corpses again? Or robbery? Did he do that? No, he didn't. But people thought he did. His house is nearby, between the rat house and the church. He's a decent... That's good to know. I've got a few questions for you, bailiff, if you don't mind. Have you been... And what business is it of yours? Did someone complain? Who sent you here? No one complained, though I'd be interested to know why you think they might. It was Lord Radzig who sent me. Блять, ну He'd heard зачем ты word that говоришь some про unsavory Радзика, characters идиот? are holed up round here. Begging your pardon, but what the devil does Sir Radzig care about it? And I keep hearing the same from Sir Sebastian. And he's got no dog in this fight either. You have an inn, and the horse trails cross here. There must be many travellers come seeking work, and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice, and restoring order was no easy matter. Has there been anything like that lately? No. It's been quiet here lately. Now that I think about it, I don't recall coming across anyone here like that. Nobody looking for soldiering work, maybe as a merchant's guard? There's always one or two like that. But if they don't get the job, they move on. Sir Sebastian? Who's that? Sebastian Baron von Berg. He's here under monastery law to protect us against all this unrest in the land. Why should he care about the city? That's not his jurisdiction, is it? Quite true. I'm in charge of this city, but he keeps telling me I've got cutthroats hiding around here, and I should be more vigilant. The goal of the man. Have you heard any talk of strangers in the town? Maybe people acting oddly? Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the miller. Folks saying they've been seeing him doing this or that, or people visiting him at night. But he's never done anything. He's a decent enough man. For a miller. I'll try asking him if he's heard anything. He lives on the other side of the river, by the bogs. But don't go getting your hopes up. He might... I heard some recruiters are meeting in Sasau. Seemed like... Do you think that people here complain and I don't do my job? Nothing of the sort. Old Lederman's the only... And what does this Lederman complain about? Lederman is our local tanner. Lives by the quarry, which is where...
Well, They go there to fight, and that doesn't bother you. why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the quarry they can't damage anything but each other. And my catchballs go by there from time to time to keep an eye on things. Thank you, bailiff. Окей, короче, Рехташ делает вид, что типа ни хрена не знает, как я понял. Типа мы с ним поговорили. Сейчас этим мойщицам заглянем, юхом местным. А потом, я думаю, надо начать с мельника, потом, если что, мы все равно вернемся в Сазаву, поэтому... Где мельник? Юхи. Следующий там. Так, давай. Может, дождь пройдет как раз. В дождь не хочется играть, потому что, не знаю, засирать доспехи или нет, но типа все равно грустно. I'd like to make you So what are you in? proper. I'm sure you'll be extreme. Так. Значит, по карте теперь сверяемся. У нас, значит, здесь вот кожевенник. В монастыре какой-то хер со сломанной ногой и мельник. Давайте начнем с какого-то хера в монастыре, потом чешем к мельнику. Кстати, у нас новый опыт починки, давайте быстро качнем. Сейчас уж. Эти замок. Даже два. Нифига, мы нормально так. Консервный нож, удар мечом, который вы заточили самостоятельно, доспеху снаряжения на 15 больше урона. Да мне не нужно. Каждый предмет одежды, который вы носите, починили Так, понятно. Благоухание, если у вас постиранная одежда, ваше обоняние на 1 день. Давайте, почему нет. Я не хочу брать консервный нож, но, на мой взгляд, это деструктивная тема. Так. Если у вас, наверное, по-настоящему почти бесшумно, даже если скрывание пройдет не очень хорошо, вам ищется. Вот это крутая штука. Пьяная удача хрень. Умелец после успешного взлома. Шестое чувство предупредит вас, если готов поймать. Давайте мы вот эту хрень возьмем на тихое. Ой, дайте мне. Что случилось? Странно, что, кстати, под мостом ни хрена нет. Ну ладно. Надо с Йоханкой поговорить. What the hell are you doing? Стражем. Раненый чувак. Предлагает его обокрасть. Вот наш парень, которому много вправляли. I see you look much better. No, I feel much better. Then I heard it was all... If you ever need to know about anything that's going on in Sasau, come and see me. Здесь мало что происходит без моего There's nothing... ведома. Thomas is my name. Томаш. Теперь, когда тебе лучше, скажи мне, ты знаешь что-нибудь? How are you doing? Да. Feeling better yet? Aye, much better. I'm truly grateful. A bit longer and I'll be able to run back to the woods and carry on. Well, never mind. Понятно, Very Томаш, kind of you to look in on me. Truth be told, I didn't come just for your health. What do you need? Well, I've heard tell there's work for fearless men who enjoy a bit of silver. I believe I can help you with that.
They used to frequent the tavern, but now they meet in the church. God be with you, Henry. Aye, that's right. The church is locked at night, but if you see a light, the door will be open. Go in there and wait. Say a prayer or something, and then you'll see. That's it? I don't need to speak to anyone? Just doing what I told you is enough. They'll give you a good look over and see if you've got the metal. Don't you worry about that. All right, thank you. You took care of me, why wouldn't I help you? Tit for tat, eh? Смотрите, наши благие дела воздали нам по заслугам. Это же круто. А надо ли мне теперь общаться вопрос с мельником? Все, и надобность в мельниках отпала. Класс. А мы все время ему ногу вправили. Попробую узнать, где находится лагерь разбойников. Ну, пока что у нас не ночь. Я думаю, мы можем сами отправиться в лагерь разбойников, правильно? Отправимся сами в лагерь разбойников. Откуда поближе? Самопеш, наверное. Да, и с самопешем мы убьем, зачистим лагерек, вернемся, как раз таки разбудим пана, получим бабки. Ну, не пана, а этого Гера, короче. Но получим бабки. И придем, уже все будет здорово. Ну, по времени вроде я прочитал, нормально все будет. Ну, как по мне. Вообще тут есть кузнец. Дайте я поговорю, может быть, у него есть что-нибудь от меча. Да, все сразу. Я вернулся, как продолжается расследование. Помнишь, мы лечили чуваку ногу в монастыре? Короче, мы поговорили с ним, оказалось, что он причастен. И он готов. Ну, и он нам выложил, что надо типа в церковь прийти ночью. Опять. Well, my lad, I can't help you there. We're the back of beyond here. Not even a pilgrim ever stops by. And even if he did, what use would some relic be to me? And what would I pay? Ну, собственно, как и ожидалось, типа, этот чувак нам ничего не скажет, потому что он действительно в жопе мира, поэтому нас интересуют кузнецы в более больших, массивных, извините, небольших, массивных. Good health to you, Henry. Да, привет. Hey, who's there? Я вас там от чего-то отвлек, что ли? Ну, забавно то, что мы как бы парня лечили от перелома и успешно вылечили его, то есть мы вправили ему кость. А сейчас по квестовой линии нам объяснили, что, в общем-то, это никакая ни хрена не кость, и вообще у него нога. Окей. Сочтемся, будем считать, что нам очень повезло. Вообще вы понимаете, да, что с лошадью происходит при прыжке с такой высоты. Ну, короче, мы ему вправили кость. Оказывается, его типа собака покусала. Ну, это видимо, какой-то, блядь, разработческий косяк, ну, типа... Да, как бы, о чем речь-то? Собака не может покусать, как бы, до кости со смещением. Ну, на мой взгляд. Может быть, я не прав, конечно. Перед мародерами я лучше сохранюсь. А то как-то не по себе.
Вот, Пилигрин, отвечай на твой вопрос, как бы, который ты задавал до этого по поводу клевца. Нет, у меня его не я его не сохранил, по-моему, я его загнал. Ничего, если у этих мародеров будет нечто подобное, я думаю, мы обязательно их себе отмародерим. Так, вон лагерь. Да, окей, я вижу. What have we got here? Entertainment. Great. Raise the alarm. Watch out. Over here. Where is everyone? Quick. Блять, вот с этим надо потом. Hey, all of you. Давай атакуй. Raise the alarm. Ну давай атакуй, чувак, ну. Ох, ебать, стрелу получили. Well now, look what's come crawling out. Over here! Where is everyone? Quick! Well, you'll get one for. Get over here! Hey! All of you, gather here! Raise the alarm! Come on! Raise the alarm! Watch out! Fucking hell! You'll pay for that! И клич проигрываем. Gone weak at the knees, have you? You call that combat? Bring it on! Is that the best you can do? Ну что-то это фигня, которая мне урона не нанесла. Come on then. I'll slaughter you. Окей, мы клич-то выиграли, но нас как бы там неплохо побили в спину. You'll get. You call that combat? Помогите, люди добрые убивают, блядь. Окей, этого в лицо выкололи. А почему он не умер, интересно? I'll find you, you cur. You can't hide from me. Окей. А, мы, кстати, хунс нашли. Поздравляю вас. You'll get. Блядь, тут чувака с клевцом надо опасаться. I'm gonna enjoy this. Is that the best you can do? Come here, lily liver. That's gonna cost you your life. Fuck this. Зачем ты меня колешь клевцом, братан? Fuck. You'll get one for. Зачем мне контратака ногой? I'm gonna enjoy this. Come weak at the knees, have you?
Лошадь не трогайте, суки. Bugger! Shit! Leave me be! Enough! I'll slaughter! Блять, чувак там просто выбил шлем в мясо. Бля, больный парень. Иди в хуй. Вы видели, что он творит? Окей, этого тоже на укол в лицо пропал. Этот удар должен был быть смертельный для нас. Give up. Never. Ебать! Да, нихера себе, сказала я себе. Нормально нас помяли. Перед тем, как вправлять кость, нам сказали, что там открытый перелом. А потом ты такой, хопа, и вправил его. Зачем? Зашить сосуды, затянуть рану, зачем? А магденбургский меч лучше Лангина, я в танке. Мы его сняли с рыцаря, как бы, он крутой и знатный, и все такое. Нет, он не лучше Лангина. Нуанскую бригу, блядь, зато нашли. Возьмем себе. Тяжелый боевой молот. Унс. Вес 4, правда. Окей. Нуанские латные наплечники. Вес 6. Стоит пиздец. В смысле, чувак? Он не сдох, блядь. Лол. Ну окей, как бы. Его право. Мы его лутали. Прикольно. Я думал, что мы его убили, если честно. Панцирь наездника. Да, конечно, если, блядь, не мансовать от этих пацанов, можно неплохо так умереть. Кстати, у нас же должна быть повязка хотя бы одна. У нас нет повязки. Блять, мы будем надеяться, что у кого-то она есть. Мычка, здорово. Просто мы как бы Ромео из блидинг. У нас нога, блять, подбита и вообще как бы что не по кайфу. Башка выбита просто полностью. Давайте починимся. Соул лутай. Слушайте, они нормально нас так похерачили, я должен вам сказать. Понятно, все, что ниже 60, мы вообще даже чинить не надо пробовать. Проблема в том, что в этих драках я убегаю как бы абсолютно рандомно. Какая-то сука сказала. А ну стой, тварь. Стой, тварь, тебе говорят. Сука, у него щит на спине, поэтому я его сейчас не убил.
Так. А ну-ка, хер с горы, стой. Все, разбойник мертв. Окей. Золотые шпоры, нормально? А, кстати, кто-то хотел там золотые шпоры, у нас теперь есть. Доложи об уничтожении лагеря, не забудь трофеи, доказательства своих слов, окей. Мне как бы несложно, мне бы, типа, не умереть. Так, ну ладно, этого парня мы победили. Помню, в начале игры ты вообще повязки выкидывал. Да, сейчас вот как бы мне внезапно потребовалась повязка, причем очень сильно. А мы что-то не можем ее найти. Ну, в смысле, на пацанах нет. Так, окей, лошадь мы тут оставили, значит, лагерь здесь. Значит, где-то здесь должен быть трупешник еще одного разбойника. Мы дрались рядом с ними. Может быть, повязка у тебя есть? Нет, хлебушка можно покушать, блять. У этих шкуры из кабана. Че там? Че, клепанные наплечники, говно. Мы дрались вокруг этих кустов. Я просто думаю, может быть, мы найдем... Или нет? Может быть, мы найдем в этих кустах чувака еще одного. И, собственно, с этого чувака снимем. Ну, разбойники начали реально нехило так давать нам отпор теперь. Есть вот могу. Пустые сундуки. Жопа моя не гори. Извините. Понял. Покушать вот можем. Кстати, по поводу Хунса. Так как бы видно в Хунс точно так же, как... Ну, в Хунс видно точно так же, как в итальянский. Только итальянский при этом весит как бы там ахулиард килограмм. Ого. 9. Поспать, может быть? У тебя есть зелье, останавливающее... Что? У тебя тяжелая рана, тебе нужно лечение. Понял. Пища, живая зелье лазера. От тяжести, от флоры с календулы, вылечивает легкие раны или избавит от похмелья. Личное вино, противоядие. Гнев увеличивает силу, вызывает кровожадное безумие во время боя, наносимый, понятно. Спасительный шнапс ищу. Слушай, у меня нет, у меня есть код, типа то, что у меня восстанавливает здоровье на максимум. Это, конечно, очень здорово. И мы его обязательно выпьем. Но по-хорошему мне реально нужны как бы какие-то повязочки и так далее. Проблема в том, что у этих разбойников перестали появляться повязки. А что за меч у него? Разбойник мертв. Меч оруженосца. Мы такой встречали? Да, встречали. Говно. А вот тот чувак, которого мы залутали, вопрос такой. Мы как бы его где убили? Слушай, не пугай меня так. У него же был боевой молоток, по-моему. Как все сложно, ребятушки. Тут вам не здесь.
Живая вода? Дай посмотрю. Вы чувствуете себя словно Ахиллес и сможете легко справляться с ранами. В течение 5 минут удары будут ранить вас на 50% меньше. Да это-то как раз таки херня. Ну то есть мне надо просто от кровотечения избавиться. То есть, ну, мы сейчас на календаре спокойно. Так, подождите. Извините, может быть, у них есть. Есть повестки, братан? Чувак. Понял. Есть неизвестное... Есть что-то неизвестное. Сапожки нормально по 300 он носит. Нет, живая вода, короче, так не работает. Живая вода работает в плане того, что если у меня кровотечение было совсем большое, у меня был периодичный дамаг, я получал больше, то живая вода бы нивелировала количество получаемого урона на 50%, снижала. Чем какое-то суперумное слово сказал. Так, мы, собственно, тут нам... Понял, через крест по дороге по прямой, по левой стороне. Ну, собственно... лошадка! Третий раз спрашиваю, Магденбургский меч лучше или нет. Он добавляет обаяние, он лучше рубит, но хуже колет. Прости, Пилигрим, братан, я тебе разве не ответил на этот вопрос? Извини, может быть, я просто зачем-то не поспеваю, и я пытаюсь, типа, прочитать все и ответить, ты же знаешь, как бы, я тебя не игнорю. Извини, если отвечать становится проблематично мне. Так. Почему мародеры одеты лучше рыцарей? Я не сказал бы, что они одеты лучше рыцарей, но действительно у них железки очень и очень неплохие. Не, рыцари забей, здесь паны всякие и прочие, они одеты, ну, размерно. А здесь мародеры, ну, такие же, как я по сути то же самое, тем же самым, блядь, зарабатывал на жизнь. Типа, снимал доспехи с мертвых чуваков. Почему-то я перегружен. А, я понял, почему я перегружен, потому что я пришел в область городом. И у меня отнялось одно... У меня отнялся один поинт. Давайте мы купим у пацана эту бадью, повязку. Я надеюсь, у нее... Брат, Никодин, брат, Никодин. Скоро тебя гуситы с цепами и ручницами тормозить начнут. Ну, как бы начнут, хорошо, я согласен. Тут, кажется, заходит. О, повязка. Давайте мы возьмем пяток, типа всего килограмм, а полезно.
Раскалендула, все вроде есть. Карты покупать не будем, но потому что мы уже оверповерят. Иное. А, да, ну и стоит, короче, этот магденбургский меч как бы подороже, чем... Ты не можешь себя перевязать, кровотечения нет. Но травма башки осталась, да? Да, понял. Теперь мы типа пьем отвар. Можно... Можно намазать копье отваром из календулы, как бы, и кольнуть кого-нибудь, сделать кому-нибудь профилактический укол. Прививку, блять, от кровотечения. How are you, Henry? I'm fine. Немножко голова побаливает, а в целом я более чем... Типа... Вы знаете, нет, я... Мне как бы тут бобо. Так, доспех. На мне магденбургские, а миланские сколько? Чё как? Весит побольше, защищают 23. Миланки защищают 17. Но стоит... Понял. Магденбургские стоят дороже. Миланская брига. Я скину сегодня в контакт. Интересно, живая вода и зелье берсерк работать вместе будут? Насчет. Henry, I'm glad you came. Сложно сказать насчет. Good day to you. I have some, well, trophies. Let's have them. Those scoundrels deserved it. I've taken care of that camp. Oh, yes? And what proof might you have of that? Here it is. Very well. Here's your reward. Some woodcutters reported there's an encampment across the ford on the wooded headland there. Go and... I'll take a look around. Пора атамана. Далее. А в тем временем мы, кстати, можем одеть... Мы можем одеть золотые. У нас есть серебряные, мы можем одеть золотые, по-моему. Можем же? Да. Бля. Зацените. Обаяние 20. Просто могу шпорами так постукивать, типа, хе-хей. Слабо. What the hell are you doing? God save you. Я думал, я сейчас ветку поцелую, типа, и будет все плохо. Нам просто в мясо выбил этот чувак дробящим оружием, выбил в мясо наши железки. Я надеюсь успеть к бронику сейчас. Заработали немножко лавы, взяли квест на новый на новый лагерь, как раз уже темнеет. Так что все идет чинчинарем, как мы планировали. Соответственно, мы сейчас идем к бронику, потом купальщица, они нас стирают, моют, и мы чистенькие идем на кат-сцену диалога. Блин, только не говорите, что кузница уже закрыта, ну пожалуйста, ну чуваки, прошу в голову. Не, еще не закрыто. Работает. My respects to you. Thanks a lot. Мы с ним поторгуемся, все-таки 1,3К. Let's talk about the price. All right, so. Agree?
Oh, it'll take more than that to persuade me. Aye, that would do it. Собачья морда или итальянская морда? Ну, по идее, как бы Хунс выглядит... Мне, если честно, не нравится, как здесь реализовали Хунс. Они взяли самый убогий реально. Ой, у нас еще одни шпоры атамана. Интересно. А, это, видать, из-за того, что мы, типа, 2 раза того чувака попытались убить. Ладно, хер с ним. Нет! Вернитесь, бабоньки, пожалуйста. Ладно, мне не нравится. Хунс, типа, лучше защищает, весит меньше, но, как бы... Типа, обаяние 5 у итальянского, обаяние 10, прочность 73. Он просто будет так же убого ржаветь, как бы. Не хочу. Мы его, наверное, толкнем. Ну, типа, Хунс и Хунс. Видно в нем точно так же, как в итальянском. Так, миланскую бригу. На лошадь. Миланские туда. Хунс туда же. Серебряные шпоры. Зашить что-то мы можем. Башмачки можем. Кузнеца нечего. Бронника нечего. Помыться мы не можем, к сожалению, потому что, ну, разве что вот так. Типа, можем помыться. Ну, для катсцены, я думаю, сойдет. Окей, стемнело. Будем надеяться, что горит свет в церкви, тогда дверь будет открыта. Если нет, то придется ждать до ночи. А, и боевой молот, кстати, давайте посмотрим, что по статам имеет. Отвечая на твой вопрос. Сила 11, колющий 57, режущий 57, ударный 3. Здесь режущий 55, колющий 68. Кстати, этот меч-то получше, по-моему. Ударный 3, защита 111. Но этого защита больше. Прочность больше, вообще все больше, типа прям крутой. Длинный меч, выкованный со знаменитой немецкой точностью, который остается острым даже после жесткой схватки. Это оружие заслуживает уважения и воинов, и дворян, и вселяет веру в своего хозяина и в то, что он живет до конца своего дня. Типа крутая палка. Все, сохраняемся, да? Свет горит, значит дверь открыта. Будет забавно, если к нам сейчас... Да, молот я забыл посмотреть, естественно. Будет забавно, если сейчас к нам как бы ввалится стража со словами, мол, типа, слышь, ты чё тут без факела стоишь? Слышь, малыш, хули ты без факела стоишь? Так, видимо, там переход. Молот, тяжелый боевой, колющий 25, режущий 2, ударный 54. Ну, мы затестим. Давайте на кат-сцену уходим. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in Amen. heaven. What? So, you've been looking for us, eh?
What is it you want? Это в нас выстрелили, типа? Ударный урон, это, я так понимаю, I hear you're hiring men who don't mind getting their hands dirty. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like? People talk? Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? I don't recall his name, but he was one of your friends. He said that he couldn't take me straight to you, that I had to go through the church. He was right about that. But he still said more than he should have. I know my way around. You won't go wrong with me. Spare me the boasting. Ты ж, братишка, без факела стоишь, точняк. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight. But not now. Now you can only join if you do what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pius. Who's Pius? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive tale. Okay, один из Pius шайки. was one of us, but he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. A few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. I'll have to find him first. You don't need to find him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys? It's not hard to get into the grounds. No, not there. Oh, he would have been dead long since. He's in the, cloister, or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and Pius. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest, but it didn't quite work out. How will I recognize Pius? He won't have been there long. He should be the only new one there. But what if there are others? What does he look like? Normal. He always went about well dressed and had a fine looking dagger. Yes, except he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is, and get him to betray himself. Try getting him drunk. Then send him straight to hell. Get him drunk? In a monastery? We're better. There's more wine there than in the royal cellars. And I doubt he suddenly stopped drinking. Понятно. Бухни, короче, бухни и прирежь чувака, окей. Ударный урон поглощается броней в 6 против 56. Это будет раскалывать панцири. Да, нормальная тема. Ну, типа с кольчугами будет хреново работать. Ну, собственно, поэтому и надо носить хауберг. Я понял. Ну, такое, конечно. Типа положите кольчугу, потом положите кусочек там стеганки и положите это все на курицу какую-нибудь и въебите по этому молотом. Подумайте, какое количество ударного, блять, урона пройдет и какой не пройдет. Так, как мне попасть в монастырь? Убить в монастыре — это ситуация, а других как мне попасть? How am I supposed to get into the cloister? You'll think of something. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave underneath. The cave of St. Procopius. There might be a way into it from outside. And do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. I'd try talking to him if I were you. And if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as him. A letter of admittance to the monastery, or whatever. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. And now the main thing. The main thing is to kill him, isn't it?
Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. But better if they don't find him right away. And what else? Should I come back here afterwards? No, no. Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? From the monastery, head east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit. Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll show up. Take the dice and the money, and then tell you where to report. Got it? Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah, that's the idea. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. I'm gonna need all the help I can get. And remember, we'll be keeping tabs. So don't you try to run off, alright? Ну, типа, окей. Что за ключик он нам, интересно, дал? Получен уровень живучесть, общий, красноречие. Неплохо. Окей, посмотрим, что у нас там. Бой, значит, бой мечом. Короткий меч, охотничья сабля, короткий меч, охотничья сабля. Так, нанесите несколько ударов с разных сторон, чтобы смутить противника. Если у вас есть щит, скройте свой финальный удар за ним. Если у вас его нет, пробейте защиту врага быстрым ударом. Ну, тут, в общем-то, пофигу. Вниз, укол, укол. Я думаю, его возьмем. Так, хорошо. Еще какие-то навыки мы получили? Похоже, что нет. Ключ от церкви в Сазаре. Очень удобно. Так, поговори с юношей, который собирается в монастырь. Расскажи рацию. Ну окей. Так, еще разочек. Значит, юношей. Сначала разговариваем с юношей. Металлических щитов, кроме половцев, никто не делает. Или не могу знать, извини. Ну, типа, я не встречал. Я видел просто какие-то там хорошие, украшенные щиты и так далее. Ну и просто, как бы, в это время именно металлических щитов, как бы, как таковых не было. Были дощиты и так далее. Во-первых, они проще в изготовлении, во-вторых, они защищают лучше и так далее. Ну и потом, типа, если тебе его пробили, ты как бы идешь и делаешь новый щит. Если тебе металлический щит, ну прикинь, это, блин, как кирасу, наверное, блядь, ковать. Ну, в смысле, не ковать, а, во-первых, ковать, во-вторых, как бы, металла много хорошего, чтобы он у тебя там по всей длине был равномерно крутым. А половецкий и так далее, металлический, именно если смотреть, то это неоднородный металл, как правило, плюс он как бы может быть из нескольких частей, типа скованный умбоном. Ну, менее затратный, что ли. Я сомневаюсь, что здесь типа full metal щит. Давайте посчитаем. Небольшой круглый щит. Такие щиты особенно нравились половцам. Пусть он не так хорошо защищает, но зато меньше сковывает движение. Я, собственно, поэтому его и взял. Ну, типа. Hey,
пошел в жопу, короче, с вами. Так, стоп. Он куда-то не туда. Парочку. До нас пытается доебаться этот. Доебаться стражник, что мы опять без факела, как бы. Он пока не знает, что у нас есть очень интересный план. Всех убить. Так. Крестьянка. Кочмарь. Должны ли мы говорить кочмарем? Я думаю, нет. Горожанин. Художник по фрескам. Горожанин. Что-то он такой, типа, один сидит. Давайте мы с ним потрем. Не компанейский пацан. Тебе к молоту пригодился бы, а то сомневаюсь, что у молота длина большая. Ты имеешь в виду щит? You wouldn't be Carl by any chance? No. Окей. Damn. Может быть, он внутри, конечно, сидит? Выясни, кто Карл. Нет, это помощник какой-то. Совсем не Карл. А мы, может быть, у него узнаем, кстати. I'm at your service. А, нет, этот чувак там нам предлагает там что-то у кого-то украсть. Может быть, это Карл. Не выглядит как I'm honored that a knight such as you takes an interest. You wouldn't be Carl by... No. Карл. I hope I can be of help to you, knight. You wouldn't be Carl... No. Who is Carl, motherfuckers? I'm looking for Carl. Are you Carl? No? Get off. Mister, are you Carl? Carl. I'm honored that you should come to me. I'd like a bite to eat. You wouldn't be Carl by any chance? No. Ну, что-то как-то не уверен. I'm hungry. I'd like a bite to eat. Good day to you. Carl. You wouldn't be Carl by any chance? No. Где Карл? Естественно, последний, короче, оказывается Карл. I'm at your service, Sir Knight. You wouldn't be Carl by any chance? No. Сейчас он не Карл. Стражник Манфред. Карл. Мы нашли Карла. Давайте пошли с Кочмарем поговорим, чтобы мы могли спокойно поспать. Вот, поспим до утра, поговорим с Карлом. Кочмарь. Карл лежит и спит. God save you. What can I do for you? Ты Карл. What is it? Нет. Hey, watch it. Спойлерну, братан, он не Карл. Aye, there's room here. For how long? How about if I pay you? Sure, but let's see your coin first. These are harsh times. Here you are. You'll like it. Where do I go to? On the middle room is yours. В середине понятно. Папки возьмем у него еще. 17. Ну, как бы, не стоит меня обвинить в том, что я скупил себе комнату, просто, ну, уже сколько можно, правильно, у нас денег 10 тысяч, как бы. Они мне предлагают поторговаться из-за 2 грошей. Я не согласен. Могли бы хавку, типа, тоже открывать. О, мы можем, типа, в этот сундук что-то положить. Алтарная свеча из Франции. Давай, венгерская сабля тоже лежит тут. Зелье лазеря, живая вода. Документы Ульрика. Нафиг. Ты не можешь использовать вещи задания? Окей. Брянский бац. Ему ключи. Мы все уже прочитали. Камень убийца.
Ключ, 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 кольцо, копье. Если я захочу переложить, короче, нельзя. Меч Лонгина. Набор, 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 набор. Ожерелье, окрашенный. Острый как нож. Затушки оружия. Эй, да, кровавый крючок. Не можно. Отличное вино, нафиг. Отмычка надо. Повязка. Показания еретика. Приветствует, да нет, понял. Половецкие шпоры оставим, продадим. Серебряные шпоры оставим, продадим. Снадобье, спасительный шнапс нельзя выкладывать. Сыч, темный. Молот оставим. Чашку. Берем. Чешское копье, опять же, не выложить. Так, Магденбургская. Шмотки, шмотки, шмотки. Кстати, они не так много весят, поэтому я с ними и таскаюсь. Они типа весят всего 8 единиц. Неизвестное снадобье. Я бы вот как бы здесь вот типа все выложил. Дольше сохраняет пищу свежей. Срок хранения свежесть 40. Питательность. Противоядие оставим, наверное, снадобье гнев оставили. Здание иное, гроши. Да, типа это все нафиг нет. Нужно, но... Что меня так нагружает? Почему 170? Есть мысли? Откуда 170? А, ну типа копье десяточку весит. Давайте мы сделаем типа все. Я понял. Я понял, я убрал типа весь свой инвентарь. Но дайте угадаю, что у нас осталось в шумке. Квестовый шмот. Да. Квестовый шмот. А, нет, доспехи остались. Понял. Ума. Я бы, наверное, вот... Ладно, все. Что мы тут еще можем переложить? Главное не забудь, а то вдруг пропадет, когда ты выселишься. Я не выселюсь, как бы, все, это типа мое. Давайте мы попробуем, может быть, что-нибудь прочитать. Давайте мы что-нибудь прочитаем, у нас же есть что прочитать, да? Скрытность у нас херово развита, ладно. Твою мать. Две книжки, которые у нас есть, мы не можем использовать, потому что... На самом-то деле, я бы карты сокровищ, поскольку они весят тут. 0,1, понятно. Тогда спим. Спим, стираемся, обязательно стираемся. Спим, стираемся, идем в монастырь и начинаем, собственно, все. А, подождите, мы сейчас будем разговаривать с Карлом. Поговорим с Карлом, постираемся, отправляемся к Рацигу. А что если не надо идти типа к Рацигу? Что если они за нами проследят? Собственно, нам не похеру. Типа проследят, загрузимся. Не? Или так не работает? Интересно. Говорим с Карлом, идем к мойщицам, сохраняемся. Пиздуем к Рацигу. Игра сохранена, мы просто в говне, короче. Просто вам посмотрите, так не можно. Дайте эскейп. Так, где Карл?
Там даже забияка из корчмы. Может ему всечь? Этому забияке из корчмы. Корчмарь из корчмы. Лошадка, конечно, вот лучше место припарковаться не нашла, блядь. Я паркуюсь как мудак. Так, ищем Карла внутри. Карл. Нет, ты не Карл. Неужели Карл до сих пор спит? Типа, петушок давно проспел. Мне предлагают его обокрасть. Браншник Манфред. Ладно, дадим Карлу... Почитай, кузнец контуженный, учитывая, как тебя били по голове, за адекватных персонажей я бы сомневался. Да как бы... Никто не претендует на самого адекватного. Мы как-то пан наивный Инжрих. Ирвин, мать твою. Я заглянул в переводы имен. На самом деле, то, что его перевели как Генри, это вполне себе нормально. Типа как Иоанн, Джон и прочее. Перевели бы как Ваню. Ой, смотрите. А живучесть ее можно покупаем. Ну, это нам не надо. I'd like to get my... I'm sure you'll... God bless. Так, постирались. Все у нас отлично с одеждой. Я предлагаю ее починить, потому что... предлагаю починить. Так, у нас там одежка, да? Это давно убитая. Да, нам нужно сюда. Ваня, этот, Карл все равно еще спит. I don't need anything more now. Что ты делаешь? Here's your change. У него вторая ЧМТ, черепно-мозговая травма. Ну, вторая. I'm honored that you should come to me. По тяжести, в смысле? За счет ремонта. Тестируем. Теперь. Давайте, может быть, у него какая-то новая что-то. Одежда появилась. Интересная. Вафер Наксазавского пана. Так, это все убираем. Сразу на самое дорогое, да? Панские желто-зеленые шоссы, воинский жупан. Давно, короче, у них продается. Желтый шаперон. Жупан панов. Панский крашеный. Красный колпак. Галиматив. Зеленый верхний жилет. Это он как-то не особо верхний, судя по всему, да? Нет, ну зачем нам красоту скрывать, правильно? Нам нравится бегать в нашем мягкий койф окрашенный, у нас все это есть. Давайте еще разочек посмотрим по доспеху по состоянию. 100. Окей, ничего починить не можем. Пишем Карлу, чтобы людей убивает. Просто мне кажется, если мы... Не, ну, типа, если по квесту надо с Рацигом сначала потереть, видимо, мы... We should talk with Racig about that. Ну, а еще тему, типа, с засиранием доспехов я
Я, конечно, понимаю, но, блин, они что-то переборщили, на мой взгляд. Ну, уж больно они сильно засираются. Пилигрим что-то написал в контакт. Запись на стене, ссылка. Сагарис, стивский боевой топор. Ты думаешь, он здесь типа есть? О, Карл проснулся. Крась предлагают опять же. Карл, давай поговорим. Hey! All right, all right. Be a bit more careful. I'd pound someone's head in for a beer. Damn! А, единственное, что можно с ним сделать, это типа обокрасть. Ale for me. О. Понятно, без кружки отказывается разговаривать. Good day to you. Тут его точно уже нет, но чеканы есть, понял. Are you Carl by any chance? I am. Why do you ask? I've heard that you're bound for the monastery. Yes. Yes, it's true. But I've convinced my faithful guardian, Manfred, to give me a few more days of freedom. Mind you, he won't let me visit the brothel. So instead, I'm devoting those days to the demon drink. With whom do I have the honor of speaking? My name is Henry. Pleased to meet you, Henry. Could we speak in private? I have some, issues with the monastery. Really? Well, I'd love to talk about it, but we won't have privacy as long as Manfred here has his head permanently stuck up my arse. Get rid of him for me, please. Here's to a good harvest. Here, A tankard here. I'll be right back. Чем мы напиздим ему? I hope I can be of some humble service to you. You're Manfred, the... Indeed I am. Why? I've been looking for you two for quite some time. I've been sent by the young lord's father with a message intended only for him. Has my lord changed his mind at the last minute? Who are you? I've never seen you before. You look trustworthy enough. I'll leave you two alone for a little while. Окей. Проваливай, хер. Это было несложно. Look where you're going. Here, enjoy it. Этот прибухивает Эль, прибухивать мы с ним не будем. Мы взяли винное пьянство, а не певчанское. Manfred's taken care of, just as you wanted. Это все золотые шпоры. He won't let me out of his sight for a second, and he's itching to get me in the monastery so he can head back home. Ale, as usual. What if I entered the monastery instead of you? What? Voluntarily? You don't look like someone who'd want to spend the rest of his days on his knees praying. Well, that's your problem. You could only enter the monastery if you know how to read and write, and if you have a special writ from the abbot. That's a letter confirming they know who you are and that they've accepted you. So you give me your writ? I'll just tell them I'm you. Manfred has the writ. You'd have to take it from him, but he only puts it down when he sleeps. So I'll steal it and then you can disappear. Disappear? Bare-arsed? What the hell would I do? I don't know how to work, I have no money, and that old bastard's even taken my cloak. He has me in the palm of his hand. But there are poor people everywhere and they get by somehow. If I have to choose between hunger and poverty on one hand and the monastic life on the other, I'm afraid the monastery wins. If I could only steal that old man's pouch, I'd be gone faster than lightning and no one would ever see me again. That's all then. Coming.
Ну, типа, историю его слушать галимую я не хочу, мне не интересно. Мое дело убить чувака, как бы. Понимаем, да, что мы сейчас будем делать? Проще было убить Карла ночью. Возможно. I'd like to speak to you about something. What's on your mind? I hear you've got a writ signed by the abbot granting entry to the monastery. Indeed I do. What of it? I need it. What good would it do you? You don't want to become a monk instead of him, do you? Yes, I do, actually. But I'll need that writ to do it. Now that's funny. I've never heard such nonsense in my life. The boy... Hand over that writ of acceptance right now, or things will get ugly. Pardon me? I wouldn't give you that writ even if you threatened to kill me. Honor and duty won't allow it. Я могу с ним только поговорить. There's still some... What's on your mind? What if I give you a... Could you give me enough to compensate for all the... What if I give you a few... Could you give me enough to compensate for all those years of pay I'd lose? What if you let him run away? The Lord of Bukover would have me whipped. But he doesn't want to. I know. But normally you just need to pay some form of compensation for that sort of offence, don't you? Yes, 1,000 groschen. But a boy would keep chasing after women, and who knows how it would all end. The monastery really is the safest place for Нет, что-то 1000 за это я не готов отдавать. Thanks. I'll be on my... What the? Я пытался его оглушить дважды Пелегрина сейчас, как бы у меня не получилось это. Он с ним начинает разговаривать, я не долбоёб, мне неинтересно с ним разговаривать, как бы стоя у него у жопы. Если бы я хотел с ним поговорить, я бы как бы подошел, наверное, с другой стороны. А, смотрите, пишет. Проблема в том, что я делаю это у всех на виду. God save you. I've got what you need. Excellent. Here's half the Half? I'm keeping it for my efforts. Well, I can't say that seems fair to me, but what can I do? Pull me an ale.
Ведь белого дня оглушить человека какой-то странный хитман, да как бы наплевать. Ну, типа мы выполнили то, что хотели в итоге. О. Главное, не убили его, не перерезали, все ок. Типа, вон, ему помогли, все хорошо. Так. Собственно, у нас теперь... Ну, судя по тому, куда нас ведет... Ну, мы не стали запариваться, правильно, со всей этой хренью, типа, карманных краш и так далее. Просто оглушили его. Ну, а типа то, что он к нам спиной стоял, это его дурацкие проблемы. Теперь кратко говорю, да, так и сделаем. Так и сделаем, чешу к нему. На всех парах. Можем даже с кем-нибудь подраться. Если нам предложат, конечно же. Задержка. В общем-то, пофигу, если нас в Сазаве кто-то там не взлюбит, там ничего толкового, собственно, я не нашел. О, кстати, поскольку мы сейчас... Я у вас еще немножко времени. Путник, давайте изучим. Нет. Ну, мы на самом деле уже приехали. Ну да ладно. Ночью тихо прирезать кинжалом в их комнате, а потом снять комнату рядом и выспаться. Видишь, проблема в том, что механика устроена таким образом, что скрытое убийство, оно как бы скрытое... Оно скрытое, но оно как бы скрытое не везде далеко. То есть... рядом с жертвой оглушение или убийство, все равно все услышат, потому что, ну, ты как бы... Рядом с тобой душит чувака. Так, грустно. Так, это броник. Зачем нам броник? Не, нам не броник, нам нужен портной, короче. Я хочу посмотреть тряпки, есть ли у него крутые тряпки. Извините, да, я как бы хотеть выглядеть с иголочка. Тихо прирезать не получится. Да и ни к чему это. Зачем кого-то убивать? I hope I can be of some humble service to you. Есть что отремонтировать? Ну, короче, из крутых шмоток он нам предлагает, опять же, черно-желтый капюшон, дворянскую шляпу, которая скорость нам дает. Ну, короче, ничего интересного. Желтый воинский жупан. Ну, короче, вот у нас черно-желтый капюшон стоит много. Господи, не показалось, что он весит 8, думаю, нормально. Совсем поехали. Зеленый дублетик. Саксонский окрашенный. Защита 11. И этот дает защиту 11. Куртка сверху. Ладно. Когда Индр станет паном, не знаю. Наверное, в следующей жизни, когда Индр станет паном. Ла-ла-ла-ла. Так. Собственно, Рацик у нас. А тут-то с кем надо поговорить? А, у Рихтаржа. Да пошел в жопу этот Рихтарж. Это все квест с водоносами. Ну его в жопу, короче. Это квест с водоносами. Эти, я тут уже типа решаю дела государственной важности, а тут мне предлагают типа работу для 5 найти. Или пошли в жопу.
Чи-чи-чи-чи-чи-чи, пана не затопчи. Чи-чи-чи, пана не затопчи. What the heck? Мне предложили сейчас развернуть пана Рацига. Типа, слышь, пес, чё кого, сучара, чё кого кобыла. Не знаю, но типа... What do you need? Историческая справка говорит, что у нас там пан. Ой, какие мы, смотрите, прям... Типа... Что-то знает. А расследование резни в Нойхове. Sir Radzig, I believe you know Sir Wolflin of Camberg. А, это понятно. I do. We once had a rather amusing encounter. Such a shame he's turned to robbing and pillaging. How did the mission go, anyway? I had to kill him. There was no avoiding it. Really? I'm surprised. Wolflin was a very good swordsman. Да, It's a еще shame, 10 though. чуваков с ним. If he were to put his skills to a good cause, he'd be a useful ally. It seems to me he had little choice. He said Sir Melotta robbed him of his fief. These are the days we live in. Instead of tightening their belts, the impoverished nobles take to pillaging, and then they lament that they have no choice and it's all someone else's fault. It's all someone else's fault. But going begging is an option too. After all, look at me. An amusing encounter, sir. It happened before we went to Poland. I hired Wolflin as a mercenary to help deal with the royal matter. We were laying siege to Herstein Castle because the lord there had been collecting tolls on the royal highway. It was winter, and the mountain passes were knee-deep in snow. There was no way to get reinforcements or supplies to us. So, we were in a bit of a fix. There was a strong garrison at the castle, and they had more food than we. By chance, the lady of the castle, Ophelia, arrived and wanted to get inside. Her carriage got stuck in a snowdrift, and being chivalrous knights, we rescued her. Then Wolflin got the idea we would hold Lady Ophelia hostage in exchange for Lord Herstein's surrender along with his men. We even promised him we would let her go inside first. But they could easily have broken their promise once the lady was inside and refused to surrender, couldn't they? Of course. We expected it, and we had something up our sleeve. It was snowing heavily, and the visibility was low, so they didn't notice it wasn't Lady Ophelia in the carriage, but Wolflin in disguise. As soon as the gate closed behind the carriage, Lord Herstein came and gloated at us from the battlements. Only in the meantime, Wolflin killed the whole escort and opened a side gate in the walls, where we were waiting. After that, it was all over in minutes. Shortly after, he returned to Poland, and I heard no word of him till recently. Wolflin asked me to give you his regards, and he said if you're going to march against Sigismund, you should let him know. My God, it's a fine state of affairs when even outlaws want to march under my banner. Perhaps it's not such a bad thing, my lord. It's good to know he's still loyal to you after all these years. You're probably right. I had to kill him. Really? It's a shame. It seems to me he had... These are the... I'll be going. Окей. Как бы. Sir, this investigation into the Neuhof massacre, it's getting a bit complicated. What have you found out? I tracked down a gang of robbers who recruited killers for Pribyslavitz. They know the whoresons who torched Neuhof. That's excellent news. Did you find out any more? So far, not much. If I'm going to infiltrate them, I have to do what they say. That means murdering one of their former cronies, a fellow they call Pius. Apparently he was at Neuhof too. You have to kill a criminal to prove yourself to them? Huh. I don't much like the sound of it. That's not the worst of it. This Pius is hiding out in the monastery pretending to be a novice. I'd have to get inside the cloisters to get at him. Good God above, that's another matter entirely. They don't let just anyone into the cloisters, and the abbot won't give up any of the novices. Secular law has no jurisdiction inside the monastery. But this is the second time that something untoward has happened there. First the counterfeiters, now this. I'd be glad to have someone take a look inside.
What should I do with Pius once I find him? Don't kill him. Bring him to the bailiff in Rattay. He'll interrogate the man and give him a fair trial. It doesn't sound like an easy task, sir. Getting into the cloisters, finding Pius, and then getting him to the bailiff. Far from it, lad. But I have confidence in your abilities. It seems like the only way to find Pius is to join the order. Damned if I know how, though. A bit of meditation and learning would do you good. If it's really the only way to get to him, then you'll have to do it. I'm sorry I can't be of much help. Sadly, my relations with the monastery aren't entirely congenial. You'll have to figure something out for yourself. Это я уже понял. Окей, мы поговорили с Рацигом. Так, мы умеем... Нам нужен писарь, потому что читать-то мы умеем, а вот писать... нет. Поэтому сейчас навестим локал чувака. Он надеется, что все у нас удастся. Что? Вид? Шикарный у тебя босс. Ну, как бы, говорит. Типа, братан, это, конечно, проблема, но, как бы, я знаю прекрасного чувака, который с ним замечательно разберется. Что вид хочет от нас? Подраться? Good day to you. What do you need? Are you here on a... Yes, I am. Nice to meet you. I'll ask... Fine. What did you do? I work for my father. Doing what? He was. Really? His farmhands came to the tavern. How are you holding up? Well, I'm alive. And what would you give me if I... I've got... Oh, come now. Mother told me I should go and help. So you're probably... Aye. That's all? That... That's enough for now. Так и чё, собственно, Тонда, отбойщик, камень. Так, окей, пацаны, слушайте, мне вот реально в жопу вашу воду, короче, не сейчас, ладно, потом как-нибудь говорим. Кстати, бы писаря сыскать. Пан изволит учиться читать. Тоже мне наживо. Писарь. Давай, петушок давно пропел. У меня зреет один вопрос. А чего Рацик не вернется в свой феод? Он разъебан. I hope I can be of some humble service to you. I'd like to ask... This near my... I'd like... Young man, there's always... I wondered if you could take a look in your books for me, and, Books? God above, am I to shuffle around? I could bring you... From some old hag? That's nothing but a load of... Oh, well, I suppose it might... Окей, достанет снадобье, блядь. Он не хочет со мной, он меня не хочет ничему обучать. Ай-яй-яй, ножка болит. Эй. Что-то мы перемудрили сейчас с проходом, ну ладно. Good day, Henry.
Что это скажет нам? I hope I can be of help to you, Knight. I'd like to talk. How come? For one thing, They're desperate. I don't. That's all I need to know. Good luck then. В жопу этого водоноса, даже его отслеживать, блядь, надо перестать. А, это не то. Это... Ладно, хер с ним, все равно перестаем отслеживать. Мародеры. Сделаем одолжение. Понятно. Компания тоже понятно. Бедность. Ну что, чешем монастырь. Люди целы, замок стоит, припасам могут помочь соседи. Зиги уже не гонятся, чё бы не вернуться. Нет, да, слушай. Не знаю, что-то ждет. Ну, типа он побирается, видать, у него нет денег, потому что шахты разграбили. Сигизмундовцы. Ну, типа, выходит, что не разграбили. Все это время. Копит силы. Лениво ждет. Тихо. Я сделал. Направив в небо радар, одна ошибка. Случайный взлет и неизбежен удар. Все, во что ты навеки влюблен, уничтожит разум. Тысячеглавый убийца дракон должен быть повешен. Че это я? Что-то на меня нашло. Кипелов покусал. Сильнее всяких войн воля и разум. Оу, меня тут ищет за... Да. Ой, да пошли не в жопу, короче, пусть ищет. Блять, not my problems. Wanna speak with me, worm? Hey you! Halt! Surrender! Stop! You've committed... Но мы сейчас ему просто как бы скажем, что слышь, Идер. Тут вам не здесь. Got you! And now I'll fix you good and proper. You... What? Oh, don't play games. Well, you won't forget this in a hurry. Are you pulling my pizzle? Don't you know who I am? You better watch your step. What's your game, boy? I'm not gonna swallow that one. Oh well, what... All right? And spread your arms and legs. Так у нас письмо-то есть? Я надеюсь, что осталось. А, мы его не можем выдать. Извини. I'm Carl. I'm supposed to enter as a novice. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with your guardian? It's been so hectic lately, people will keep turning up out of the blue. He gave me the papers and left me at the gate. You must be used to that, though. I'm not the first novice here, am I? Well, that wasn't very considerate of him, was it? It's been so hectic here lately, novices arriving one after the other. The last one didn't even have a letter, and you'd think his backside was on fire, the way he kept looking over his shoulder. You took him without the letter? You didn't find that suspicious? My guess
is he wanted to hide from someone. But he's a priest and knows how things work in the monastery. So there was nothing to prevent him from being accepted, at least temporarily. You're a different case, though. Are you able to read? Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then, are you ready to enter the Order of St. Benedict and renounce forever the temptations of this world? I am. Then you must rid yourself of all your worldly possessions. Sell them or give them to the poor and needy or donate them to the monastery. You may not enter this place burdened by worldly goods. Inside the gatehouse is a trunk in which you will find monk's robes. Put away all your possessions and dress yourself in the habit. Then you may rest a while I go and see the prior to arrange matters for your acceptance. What? What the hell are you doing? Что-то как-то... Главный его капитал это его люди. То он вывел из замка. Капитал цел, но может разбежаться. Да, слушай. Будет замок, будет земля, как бы, с замком, который есть кому охранять. Придут люди, скажут: слушайте, я хочу как бы работать на вас, у вас, и как орлиный глаз. Куплю вам, поставлю почище унитаз. Я надеюсь, я не сильно слишком зарыбчил. Ну, типа, у меня осталось то, что я не могу выложить, блять. Ну почему? А, собственно, есть интересный вариант. Типа, мы можем их скинуть. Лошадью, я надеюсь, не будет никаких проблем. Strange feeling being without all of that. I didn't realise how much I'd grown used to it. Everything's prepared. It's time for you to take your vows. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Окей. Движуха движушная. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation
in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Suscipe me, Domine, secundum in loquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione me. Accept your new name, Brother Gregor, and wear it with honor. Welcome, brother. Боже, какая у него интересная жизнь. Ой, блядь, в уста меня сахарный поцеловал. Спасибо, братан. Зато подсказал мне, что к чему. Ты узнал, где монастырь? Да, блядь, ладно. Открытое достижение монах. Игра сохранена, ты на частной территории. Да я уже, блядь, не на частной территории. Я уже послушник монастыря. В монастыре. Welcome, brother. I am Antonius, Я a Антоний, тоже novice like послушник you. здесь. I've been Мы решили instructed to показать guide you тебе around the монастырь и monastery рассказать о том, какие у and tell тебя you what могут you быть can обязанности. expect and what your duties will be. Thanks for helping me out during the ceremony. I had no idea what I was supposed to do. You don't know Latin, do you? Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. Why exactly are you here? Was it your choice? Or did someone force you to come? Список повседневных дел, блядь. It was my choice. For a common lad like me, it's the easiest way to get an education and do something worthwhile with my life. It looks like we're both here for the same reason. I think we'll get along. Would you tell me something about yourself? I'm a novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Although I must say, so far the monastic life's been quite unexpected. Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Remember one word: discipline. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own body. Обаяние 5. In a rush to pray? Песочка интересненькая. Стоит. Эй. Peace be with Slow you. down, brother. Pay more attention. This is the way to the dormitory, where we Pay all more sleep. attention. Watch your step, You'll brother. find a free bed there, which is now yours. Do Why you know the such first haste? thing the Why monastery such taught me? haste? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. I'm telling you, someone's been creeping around in the corridor at night. What am I saying, creeping? This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. Centuries ago,
This monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery, and his spirit wanders the corridors at night, punishing any misbehaving novices. So beware. Окей, каратистская музыка. Какая-то музыка стрёмная. Here are the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren, and above us monks are the prior and the circators, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the Rule of Saint Benedict. The Rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of its precepts, expect a swift punishment. But I've already told you about the circuitous. Окей, я молчу, потому что мне действительно интересно. Напридумывали. The library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. You too will learn how. And that's all. Today you are still free from duty, but tomorrow you begin work like the others. If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. You already know me. Then there is Siskin, Yodok, and Lucas. Thanks for showing me around. There's a lot to learn here. I'd like to ask you something about the monastery. Are there any rifts between the brothers? Yes. From the moment talk began about electing a new abbot, it's been like a hornet's nest here. Strange you haven't noticed. Tell me something about electing the abbot. Abbot Peter is old. When he dies, they'll have to select a new abbot from amongst the brethren. The candidates are John and Nevlas. And if you ask me for my opinion, Nevlas is definitely the right man. Unfortunately, no one cares about my opinion because novices get no say. Who's in charge of things around here? Truthfully, everyone except us. But officially, Abbot Peter. And soon enough, someone else. As if it mattered. Our life will still be work and prayer. Are there already candidates to be the... Brothers John and... Понятно, это мы уже узнали. This John, who is he? A circator, and really just an unpleasant old man. It's mostly the older brothers on his side, because they believe he'll protect the status quo and all the benefits that come with long service here. Tell me something about Nevlas. Nevlas manages the monastery's property. He's what they call the provost. He'd like to bring back solemnity to the monastery through reform and by returning to pure faith. A lovely idea, but most of the monks are against it. Why can't novices... They say we don't have enough experience to decide about anything. Don't worry, we'll get our chance. Why is he win? We're young and we'll spend the rest of our lives here. And the abbot decides everything about our lives. Didn't it ever occur to you how powerful he is? What are the roles of... Someone takes care of the library, someone else the garden. The abbot supervises, but it's the circators you should worry about. They're the brothers who'll make sure we observe the rule. They can be quite strict, so if you want to avoid getting punished, always act righteously and do your duties honestly. Tell me something about... Work, prayer, as if you didn't. Who's in charge? Truthfully. I see.
Who would you choose? Why should I even think about that when I don't have the right to vote? Gregor, don't go poking your nose into other people's business. You'll sleep better at night. What's your step, brother? Talk to me, brother. It occurs to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpicks. Do you know anyone in the monastery who could help me? Lockpicks? You surprise me, brother. And you, a nobleman's son. But you could ask Brother Salarius. They say he used to be a thief. Hilary. Hilary. Не, ну типа искать чувака по имени Святоша глупо, правильно? Послушник Антоний. Страницы из книги взять. Монах поговорить. The forbidden books must be in that cabinet. The books stood in there out for your eyes to see. Что ты сказал? Что ты пизданул? Открыть замок очень сложно. Don't even look at that cabinet. It contains forbidden books. Запретные книги. Начать переписывание. Расколя. Понял. Ищи самого бухого. Ты стал космодесантником, брат. Твою мать! Зашкварился. Сейчас пойду выть на Луну. Где тут Бьорн? Так. Блять. Братья-послушники, следующий распорядок, бла-бла-бла, хуё-моё, за любыми отступлениями, отмеченным восклицательным знаком. Последует наказание в виде перебывания в одиночной кире. Если вы ищете доступность трапезы, отдых могут быть заменены на усердную молитву и чтение. 3 утра, начало дня. Больные. 4 утра за утреннее, 6 утра совместная трапеза. 8 утра работа в трапезной, назначаемая братом Невласом. Окей, 12 дня. Понятно, Невлас хавку раздает, как бы. Вот-то все его и любят. 12 дня работа в библиотеке, назначаемая братом библиотекарем. 4 дня дневная молитва. 6 вечера вечерняя общая. Да, хвалится Иисус Христос. Пиздец, пионер лагерь какой-то. Ладно, хоть бегать можно. Его, блядь. Типа в столовку нельзя днем заходить. Монах. Slow down, brother. Не, все-таки не можно бегать. Послушник Лукаш. Slow down, brother. I'm Gregor, a novice. I saw you at the ceremony. I know. It was hard not to notice you. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I don't want to talk to you. I'm happiest alone. If you could, who would you vote for to be the abbot? But I can't vote, so what's the point of worry? Ask Antonius. He often talks about it, and I'm sure he has an opinion. Someone really reeked at Matins. You're right. Will you tell me something about yourself? There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of life you had before, that sort of thing. I'm a novice, and my monastic name is Lucas. Nothing else matters. Так, Лукаш. Коломбо записывает. Come on. Is there really nothing at all you can tell me? I could, but I don't want to. I'm sorry.
I want to stay focused on work and prayer, not on who I once was. I never will be again. What has been isn't important for us. We cast the past aside when we walked through the monastery gates and took our oath. Never forget that. Может, от него синькой хоть пахнет? Will you tell me? I mean, where... I'm... You see, I'm looking for someone here. You're looking for someone? But you're a novice, aren't you? I am a novice. At least until I... Why would you be looking amongst monks? You know, the laws of man aren't valid here. In the cloister, we're subject to divine... I'm looking for a footpad who's hiding out here in the monastery. He had a hand in raising the Neuhoff farm. He's taken many lives. I heard something about that. But why are you telling me all this? Because you could help me. It has to be one of the other novices. That can't be. Have you told the prior? What are you going to do to this man once you find him? Talk to him. Then I'll see. Do you have any idea which of the novices could be the imposter I'm looking for? I don't know, and I don't care to know. I wish you'd never told me. Now I won't be able to sleep at night. There's something I should tell you. You're looking for someone? I am a novice. I'm looking because you could... That... I don't know yet. It won't be easy to drag this criminal away from the protection of the cloister. Unless the abbot gives his blessing. But I still can't believe it. Do you have any idea which of the novices... I don't know, and... I'd like to know something... I don't know. Tell me about Antonio. I'd like to, but there's nothing to tell. I've never spoken to him. I've never asked about him. You really don't know anything about anyone? Well, thanks anyway. Don't get upset. I'm sorry I can't tell you more. I just haven't felt like getting to know anyone yet. Индра такой сюжет, наш дрозд бросает. Да, блять, он все расследование просто губит своими тупыми репликами. Я думал, что он там типа что-нибудь да спросит такое, ну там типа, хей, братан. А он, блять, рубит с плеча просто, придурок. Ай, ладно, хер на него, это нам ничего не скажет, послушник Лукуш. Slow down. Watch your step, brother. Послушник Антоний. Послушник Чижик. My name's Gregor, a novice. You can call me Siskin. Now, are you here of your own free will, or is this a punishment? Although, it's not important. Welcome to Purgatory. Did you say purgatory? You'll see soon enough. Soon enough. I'd be interested to hear... What can you tell me about... It's a tricky situation with Lucas. No one really knows anything about him. Tell me about Antonio. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend, with, of course, the exception of myself, it would be Antonius. He has a calm soul, he's easy to talk to, and you can always rely on him. That's all. Will you tell me something about yourself? Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. Are you hiding something? Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all I lost when they stuck me in here. And also because I really hate the question, aren't you the son of the famed Sir Smil Flashka of Pardubitz? I was rich and I had everything. Понятно. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, the lot fell on me.
I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Pay more Can you imagine? Pay more attention, Me brother. in a monastery. Еще So I took припацалась what coin назад. I could from home with me, Я so I думал, это didn't lose какой-то out типа completely. сейчас меня порежет, короче. Так, окей. Я нашел чувака, что ли? Или что? What's your plan with this treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit. Все, Then I'll take the конец sword расследования. and run off somewhere, far, far away from here. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had come to that after my father's death, so be it. But to get rid of me while he's still alive... They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss them off. I can just see my my siblings, arguing with the abbot to give it back. And you stashed away the remainder? Indeed so. That's all I wanted to know. Please, keep it to yourself. Especially the part about the coin. How is it that you... I've paid off the circators to turn a blind eye. And the other monks don't notice as long as you show your face there from time to time. No one's too awake at that time of the morning. I'd like to ask you... Well, that's all. Thank you for your time, brother. Я что-то ничего не понял, если честно. Давайте-ка мы еще разочек. Мил флажка. Ну, короче, послушник Чижик. Давай узнаем, кто такой. Понял, он не тот, он нам просто добавил, типа... Greetings, brother. I'm Gregor, and I'm new here. Greetings to you, brother. I'm Yodok, the oldest of the novices. I hope you'll like it here in the monastery and that you won't get into trouble. Trouble? You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order. I suggest you get to know the older monks. You never know when it might come in handy. Who would you... Why do you care? We don't have... I'm just interested. I like John better. But like I've said, it's not our place to get involved. It's enough that Antonius is mixed up in it. Don't you start too. Can you tell me something about yourself? I would if there was anything noteworthy to say. But I'm just the ordinary son of a landowner, now a monk. There's nothing in my past, present, or future that anyone could find interesting. Why did you join the monastery? Because it was better than living in poverty. As the youngest son, I'm not entitled to inherit my father's estate, but he was kind enough to sell off some cattle and send me here. And you know what? I'm glad to be here. It's better than mucking out manure. It's a mystery, but one that has been solved. I'm interested in the other novices. Check everyone's breath in the morning. Then he'd soon get his man. I'm interested in Lucas. Nobody knows much about Lucas. He keeps himself to himself. If you ask me, he's got something to hide. I'd keep well clear of him if I was you. Do you have any grounds for suspecting him of something? Quite a lot. And also none at all. The circators who make the rounds despise him, and they'd never punish anyone without cause. Do you know anything about... Only that he came to the monastery voluntarily, because he didn't want to work in his father's shop. Antonius is all right. You can rely on him. He won't betray a confidence. He's always happy to help, which is more than can be said for the other brothers.
What can you tell? Oh, he's always got a smile and a new friend. But I reckon he don't be... I'm surprised he hasn't been thrown out already. Sounds like you don't have much time for him. I wouldn't trust him as far as I could throw him. Believe me, Gregor, he's hiding something from us. In fact, now I come to think of it, I haven't seen him at morning prayers for a while. What can you tell me? I'm surprised. Ага. Чуешь, на утренниках не бывает. Ну, это ладно, окей. Это мы и так знали. Окей, с Йодоком тоже пообщались. Монах поговорить. Антоша. Монах. Уставщик. Лукаш, все, больше послушников нет, да? Так, ну ладно, слушайте, давайте посмотрим, что у нас говорит. Что, качнули? У нас на какой-то мельнице, блядь, ровно нулевая репутация. Статистика схватки. О, статистика. Схватки. Нанес урона. Убил людей и зверей 152. Оглушил 20-ку. Убил врагов 123. Людей 145. Половцев 45. Что? Роман Черняев. Ебачес. Здорово. Как дела? Что бы не значило твое. Так. Журналыч. Мы же там, собственно, какой-то половцы нелюди. Ну да. Мне Макс уже скидывал сегодня эту шутку. Типа половцы отдельно. Выходит, что мой единственный путь, если тебе не по зубам. Сведения, журнал. Вот. Так, ну с чужом мы разобрались. С чижиком мы разобрались. Вот у меня вопрос. Типа, все указывает на чижа? Не слишком ли это просто? Иди спать. Иди спать, в смысле Ирл, или иди спать в игре? Если честно, 3 часа я бы и Ирл бы поспал. Уже немножко хочется. Послушник Чижик. Ладно, с послушником Чижиком мы разобрались. Меня вот смущает вот этот чувак. Послушник Лукаш. Лукаш очень подозрительный. Ну вот. Или это Антонио, он маскируется типа знатно. Давай мы с Лукашем поговорим, может быть, еще что-нибудь. Я думаю, это Святоша. Не, ну он там типа должен производить, он должен быть, производить впечатление. Он же типа бывший бандит, еще и алкаш, а этот прям такой там тихонь-тихоня. Не на чижа, а на Лукаша все указывает. Ну, в смысле, да, не на чижа, конечно. Чиж, понятно. Чижом мы познакомились, он оказывается там типа Пан Паныч. Вот. Короче, чижа отметаем. Вот. Я бы на самом деле этого пацана тоже отнял. I'd like to know something about the other novel. I don't know much, but ask away. У него вот Йодок, давай. Do you know anything about Yodok? I don't. He doesn't like me, and he's on very friendly terms with the Circators. That's about it.
И знаешь, что он алкаш бандита ненавидит. What can you tell me about Siskin? Not a lot. I don't know him. Actually, I don't know much about him at all. Except that he's not a stickler for rules. Are you joking? Don't you know anyone at all? Why should I? I'd have thought you might want to know who you'll be spending the rest of your life with. I definitely do. In fact, I probably already know more about them than you do. Преступник полиции сидит в теле, и он единственный, кто о себе молчит. Sorry I can't tell you more. I just haven't felt like getting to know anyone yet. Ну, типа, слишком очевидно, что ли, я не знаю. Так, а не появился ли у нас новый... Не появилось ли у нас на карте новое знание какое-нибудь о том... Иди спать, написано. Появилось ли у нас новое знание о том, где, собственно, лежит какой-нибудь тайничок? Ладно. Слушайте, ну, наверное, на сегодня действительно все. Что-то я... Когда тебе квест говорит, что надо идти спать, надо слушать квест. И идти, и спать. Вот, поэтому давайте, наверное, на сегодня мы заканчиваем наш investigation in the monastery. Вот. К игрушке мы вернемся завтра. Когда проснемся, придем в себя, поедим, выпьем кофейку. Вот. Поэтому на сегодня, я думаю, мы нажимаем клавиши Escape. Вот я не могу сохранить. Блять, у меня нет спасительного шнапса, я не могу сохраниться. Ну, с другой стороны, давайте посмотрим, что мы можем загрузить. С какого момента, вернее. По ходу ночи он приползет тебе с кинжалом. Может быть и так. Как бы посмотрим, что к чему. Иголку в стогу сена, задание началось. Окей. Собственно, на сегодня в таком случае. Вот. Подписывайтесь ВКонтакте. Завтра оповещалку скину. Также напоминаю, что трансляцию мы ведем на все удобные сервисы, на мой взгляд. Такие как Good Game, YouTube, Twitch и еще и ВКонтакт, само собой. Вот. Если есть аккаунты, подписывайтесь. Для вас это ничего особо не значит. Для меня, мне это очень важно и приятно. Вот. Поэтому, наверное, сегодня мы заканчиваем стримчик. И увидимся мы с вами завтра. Все, с вами был WD-40. Чао, какао, не ржавейте. Так, откроем ОБС-очку, завершим трансляцию. Всем спасибо еще. Пока.